Ах, это наши две последние станции. Значит, кто пропустил, рассказываю. Мы сейчас купили рецепты на каталисты, чтобы не вести каталисты, потому что вот 16, получается, на 16 каталистов купить... Ну, что я показываю вам так? Я вот так покажу, смотрите. Значит, чтобы привести 16 каталистов, нужно, на секундочку, сколько это весит? 80 тысяч кубов, чат, на секундочку. Чтобы купить минералов, это 14,5 тысяч кубов. Понимаете разницу? Сколько это разница? Один весит 5 тысяч, а купить надо 909. Ну вот, практически 5,5 раз разница. Понимаете, в чем дело? То есть, насколько лучше просто привести ресурсов. Поэтому все альянсы, всем нужны производственники. Никто не покупает корабли в житии, все строят на месте. Я думаю, это и вы без меня и так знаете. Устав, привет. Всем привет, ребят. Вот, давайте, собственно, беседовать, пока едем. Значит, я системы распределил, рассказываю, что мы будем делать. Мы привозим туда ресурсы. У меня завтра докачиваются скиллы. И я надеюсь, что уже завтра вечером на Стримчанском, мы с вами сможем немножечко, наконец-то таки, покопать лидец. Ну, посмотрим. Так, а здесь неправильный фит. Я сегодня уже, кто в группу подписан в Телеграме, смотрел, там такие классные эти пояса. Ребята копают. Сегодня 3... А что там было 3? Я не помню, сейчас скажу вам. Кто это были? Это были 3 Халка с оровскими стрипами. Если вам интересно, можете заглянуть в мой телеграм-канал. Ссылочка у вас на экране. Периодически мелькает. Но все равно... Вроде год назад тебе про это рассказывал, про заезды в ВХ и все такое, когда проще привезти ББЦшки и ресы на 50 сканеров, чем 50 сканеров и фит к ним. Ну да. У меня была проблема, я же рассказывал. Мы это обсуждали. У меня была проблема в том, что это была не моя станция, и я не мог сам там строить. То есть человек включил... модуль производственный там на пару дней буквально. И я, пока эти пару дней были, я строил. Поэтому да, я помню такие разговоры по поводу того, что вот у меня типа, чё я не строю, я объяснял, почему я не строю. То есть я не строил не потому, что я не понимаю этих вещей, а потому, что у меня просто не было доступа к строительной этой самой. Поэтому да. А так, конечно. Конечно, намного круче, когда ты можешь все на месте построить. Плюс в ВХ там и бонус идет на ресурсы. Ну, хотя я все равно, я не понимаю вот этого вот. Когда люди, ну, как сказать, устанавливают производственные цитадели, себе в ВХ, ставят на них дорогущие риги, которые там очень дорого стоят, и так далее. И все это ради того, чтобы себе там строить корабли, ну, которые там, условно говоря, получается, сколько там, 5-6% разница, наверное. Не знаю, окупается ли оно или нет. Но это вот, я тоже об этом думал. Но лед, вот, кстати, в этом плане, ребят, лед очень неудобный. Лед очень неудобный. Я на предыдущем стриме вот закончил копать. Докнулся. А лед-то очень много весит. И я такой думаю, блин. Вот бы этот лед прям тут и переработать. Понимаете, в чем дело? То есть он даже сжатый, он достаточно много весит. Вот это, конечно, неприятно в льде. То есть его реально
перерабатывать выгоднее, чем возить. То есть, если руду выгоднее транспортировать даже не переработанную, даже, ну, прям вообще не переработанную никакую, то вот лед супер невыгодно возить. Вот так вот получается. То есть лед выгоднее именно на месте переработать и вести уже только необходимые тебе ресурсы. То есть вот для копателя льда ему идеально перерабатывать плюс-минус там 1-2 прыжка. А лучше, чтобы прям в системе в этой, где твой лед есть. Но это имха, конечно. Кто-то может не согласиться. Но вот я в данной ситуации я купил модули, потому что как бы модули немножко весят. А вот корабль очень немножко весит. Может быть, если бы мне нужно было строить клоку, да? А ну, давай посмотрим. На клоку, может быть, если бы мне там, условно говоря, 100 штук клок надо было построить, возможно, я бы... Вот давай, допустим, мне нужно построить Т2 клоку. Вот Т2 клока, она сколько там? 100 весит? Да, 100. А ресурсов на нее надо 192. А, потому что тут прототип нужно. Хорошо, допустим, прототип 100. А ресурсов надо 266. Представляете? Вот вам, пожалуйста. То есть клоку дешевле купить. Если тебе нужно куда-то далеко привезти, ее дешевле купить. В плане объема. То есть вот есть такие модули, которые выгоднее просто купить готовые. Стюи, привет. Хз, мы возили всякое разное, что-то копали внутри, что-то привозное. Зависит от инфраструктуры и коллектива. У кого-то нет переработки, например, везешь минералы на постройку миллиардов ракет, например. Ну это да, да. Ну вот смотрите, допустим, производство в ВХ, да, в ВХ. Допустим, если это производство в ВХ, вот производственный кластер ВХ. Ну, мне даже сложно сказать, понимаете, вот, допустим, у вас есть статики в хайсек, где С1 пролазит кто? ДСТшка, да? С2, там большая дырка, пролазит кто? Правильно, ДСТшка. Из крупных, ну, орка там еще может пролезть. Но вы же не будете орку качать, правильно? Вы будете ДСТшку качать себе для транспортировки товаров. Дальше. С3. Тоже большая дырка, не капитальная. Тоже пролазит только ДСТшка из таких крупных грузовиков. Все, больше ничего не пролазит. То есть, ну, вы не сможете фрейтером в С3 зайти, понимаете? Не сможете. То есть, если вы в С1, С2, С3, вы построите батлшип, допустим, тот же самый мародер, еще что-то, вам его просто физически, вы их можете строить нон-стоп себе там постоянно. Как бы, окей. Но просто физически их потом оттуда вытягивать, это пипец какой геморрой. То есть, Т2 корабли, вот это вот все... Что, казалось бы, вот вы можете там реакции варить, это супер... Что-то мне показалось, тут какие-то красные эти блымали. Не-не, я возил модули не как модули, а как модули для рефайна. Ну, есть такие, да, я понял, есть такие модули, которые покупают на рынке, и у них при переработке в 50%, в 5 навык, да, металлургии, то они выгодны для переработки, потому что они, кроме как для переработки, ни для чего не нужны.
Есть такие, да. Даже на ютубе я когда-то смотрел, гайдики были, ребята записывали, прикольные. Вот. И получается, то есть, объективно, если у тебя нет доступа, к капитальной дырке, чтобы фрейтером тягать корабли, тебе нужно что? Правильно, тебе нужно строить либо модули, либо все. Вот модули это твой единственный выбор. То есть в ВХ недоступны все виды минералов. В ВХ недоступны мунматы, кроме R4. То есть ВХ с точки зрения вот производства, туда надо кучу ресурсов тащить. Ну окей, мы можем типа сказать, потому что ресурсы по объему меньше. Вы можете туда навозить очень много ресурсов. В обратную ходку полупустым идти. Окей, можно такое сказать. Ну, я же говорю, я вот с вот этими вот производствами ВХ такое же опасное. Почему просто не пользоваться публичными цитаделями в лоусеке? Тем более, где у вас есть в лоусеке ФВ, допустим, та же Тама, то там еще идет бонус, вот тут вот у вас, а ну я смогу Таму увидеть. Да, вот Тама, Сварог Продакшн Центр. Вот здесь, когда вы нажимаете, и требуются чертежи. Да давай, у меня есть в ангаре чертежи. Использовать. Вот. Видите, вы когда смотрите обычный завод. Пропал обычный завод. Ну ладно. Сейчас. Мы в варп уйдем и еще раз продолжим наше общение. Сегодня у нас такая тема производственная. Ну, потому что стрим такой, да, подготовка. В качестве источника... Так, в обратную ходку синьку вывозить, ахаха. Нет, так стой, какую... В смысле вывозить? Не-не-не, я имел в виду не завозить, а вывозить из ВХ производственной. Я за это, я не за батлшип, чтобы завести туда, то понятно. Я имел в виду вывести из ВХ. То есть у тебя в ВХ производственный кластер твой. Каталист видели на подскане? Ребята работают. И тебе, допустим, ты там мародеры сильно не разгонишься строить в этой ВХ. Потому что у тебя просто 60 тысяч кубов, а мародер 50. Ты 2 не поместится, и все, ты страдаешь. Ну понятно, каталисты и макинавы, тут как бы у них работа совместно идет, я понял. Слышь, нормально у меня тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Больше 10 систем желтых. Ну это ж туда и потом обратно, я понял почему. Так вот, продолжаем. Ля, сколько макинав. Я понял, куда летят каталисты, чат. Блин, жалко у меня шип-сканера нет. Я бы еще и посмотрел на них. Я понял, куда летят каталисты. У каталиста намечается движуха сегодня. Да, он будет весело. Ничего, чат, у нас тоже завтра будет весело. Сейчас мы все подготовим, завтра веселуха будет. Так вот, у нас есть такая штука, называется стоимость проекта. И вот здесь вот очень вот это вот налоги все. Есть еще индекс стоимости планетарной системе. И здесь получается фишка в том, что в Таме есть ФВ. И за счет этого ФВ там налог или нету. Подожди, а где-то было ж. Я не туда смотрю. Вот сюда надо смотреть. Вот! Тут, по-моему, где-то. Нет? Блин, а где это?
Где-то я видел. Блин, что-то я не туда смотрю, походу. А, но каждую систему переключается. Или вот здесь. А ну, стой. А где налог на этот самый? Где-то был, что минус из-за того, что в системе фракционные войны идут. Это ж не глюки, такое было. Куда оно делось? Или меня уже вообще куку? В Таме ж было из-за фракционных войн. Ну ладно. Что-то я тут не туда втыкаю, походу. Ладно, полетели нам некогда. Работаем. Везем. Сегодня мы курьерку везем. В Таме... На копку. Может быть, на реакции? Ну, вот что-то было. Или реакции, или что-то такое. По-моему, на реакции. Блин, у меня здесь нет... У меня здесь нету посмотреть на другом персонаже. Ну вот, да, да, я же говорю, нажатие на кнопку. Смотри, Деймос уже готовится. А что ты готовишься? Не, ну это суицидники. Они у меня, видите, в минусах, они суицидят. Мы их вот недавно по КБшке чекали. Вот, ну да, вот там, как бы, в Таме, если высчитывать, там Т2, цитадель, этот самый, большая цитадель. Там... вот, Сатия стоит. Тут Т2 Риги. Т2 Риги, то есть там все максимально крутое, хотя уже не Т2. Тут даже Такерская стоит, вон Рига какая-то. То есть там все прям, и его... А, и можно ж реакции посмотреть, да. Тама. Вот сюда... я не выберу, блин. Вот реакции. Исследования. Нет, это не то. Мне нужны реакции. Реакции недоступны. Я не с того персонажа. Ладно, забейте. Да, видите, здесь уже так-то побольше красненьких у меня. Красненьких побольше. Смотрите, сколько их. Так кто такие? Remnants. 4. Ну вот их как раз хватит. Чтобы засуицидить баржу. 4. Тем более это 0.5 система. У тебя фильтр на производство. Да я понял уже. Я и не посмотрю. Там на реакции нужно, чтобы у тебя реакция была какая-то. А ну давай реакцию там. Ой, блин. Стример же шнубас, вот это вот. Давай ссылка на цены. Шипс, Фобос. Организация. Производство. Организация производства. Дальше вот это. Вот это. Тама. Тама. Вот, тут видите, оно все меняется. То есть, можно посмотреть. Ну, ля, сейчас в Таме дороже стоит, чем это. Но зато в Таме за счет количества ресурсов, смотрите, тут 346 нужно. А в обычной станции 363. Вот оно, как бы, за счет этого и разница появляется. Плюс еще время постройки, то есть в цитадели быстрее строится, плюс проценты. Ну, короче, тут куча нюансов. Но в любом случае, типа по эффективности, оно не хуже, чем ВХ, потому что
Я там просчитывал себе даже, вот хотел ставить вот эти все цитадели и так далее. Вот давай реакции переключим. Вот Тама. Тама. Блин, а где реакции? Че оно не покажут мне? Там что, нету реакции? А, во. Вот. То есть даже по реакциям тут идет, видите, минус 2,5% модификатор установлен. И это, ты считай, у тебя одна реакция 2,5, потом другая реакция 2,5, а там есть реакции, которые 3, по-моему, этапа занимают. Ну, короче, нормально. Вот, поэтому я не понимаю людей, которые, во-первых, тратят там миллиарды, сотни миллиардов на то, чтобы поставить цитку, на то, чтобы воткнуть туда риги, и потом вот это все так потерять. Ну, это максимально непонятно с моей стороны. То есть лучше просто эти бабки инвестировать в производство, в оборот, в персонажей и строить в той же Таме и лутать профит, чем вот это заниматься вот этим вот извращением с ВХ. Ну, я, возможно, чего-то не знаю. Я, возможно, не умею считать в этой игре, вот и все. Люди умеют, люди считают, у них намного выгоднее получается. Но с точки, я же говорю, если ты устанавливаешь вот такое вот все, тебе надо стабильно, грубо говоря, этим заниматься, следить за этим всем. Я не представляю, какой нужен, ну, оборот и все остальное. Тем более, вот представьте, вы из Житы в Таму, легко прыгаете на джамфуре. У вас может быть 10 джамфур, вы 10 джамфур загрузили, за один прыжок вы оказались в Таме. Варите реакции, строите, 5 джампов дожиты, вы уже в Жите на джамфурах привезли все свои построенные корабли. Все. В ВХ же, вам надо наролиться, чтобы близко к Жите оказаться там. Ну хорошо, вы в Амар там будете продавать, еще куда-то. Ну короче, не знаю. Я вот реакции только 2 уровня, хорошо. Я попутал их с этими самыми, еще потом с постройкой компонентов. Это производство, а не реакции. Тут согласен. Лопухнулся стример. Ну бас. В плане производства я нубас, потому что я там пару раз построил Т2 корабли и забросил. Но табличка у меня есть. Я его давненько не играл. Но думаю так, если у нас проект с большим value, тогда стоимость кнопки это полная фигня. И надо смотреть на индексы риги для варки. А если у нас проект циклами по мелкопартиям, то тут роляет логистика и копка больше, чем риги. Ну, ты ж видишь, ВХ, у тебя ж индекс ВХ, у тебя одна система. Ты индекс разогнал и все, ты должен ждать, пока он упадет. В нулях там или в том же самом этом, там попроще, мне кажется, в нулях с индексом. Сегодня в одной системе, завтра в другой. Сегодня в одной, завтра в другой. И ты там можешь чередовать это все. И у тебя есть защита, у тебя есть корпорации, которые тебе эти пауэрблоки там защитят и так далее. То есть все, что тебе нужно, это не тупить, чтобы на джамфуре не слиться, пока ты там перепрыгиваешь, чтобы тебя мазер не убил. И до Житы спокойно долететь. Припарковаться где-нибудь возле Житы и спокойно долететь. Все, что тебе нужно. Блин, эти корморанты вечно туда-сюда шныряющие немного меня пугают. В обзорке моей. Туда-сюда какие-то движухи постоянные тут у вас. Бигус, Дикус, еще что-нибудь такое. Оля, за мной прям топят. Не, ладно, корморант фигня, это не суицидники на корморантах. Только эрсеры и каталисты страшные. Корморант фигня. 105 АЕ. Полетели. Хорошо, что это ДСТ, а не фура. Я вообще не представляю, сколько займет времени от Амара до Житы на фуре долететь. Жесть просто.
Так, ВХ, по сути, человеку-мультиоконнику нужен только для планетарки. Да, да. Так, элитный пак. Нет, еще не, пока не выдвигается. Элитный пак пока готовит фит. Майра спроси. А он летал? Серьезно? На фуре? Он на фуре летает в Амар жито. Вообще играть производственника в Евке лютая боль. Очень не хватает фьючерсных форвардных контрактов. Ну это да. Да. Да, ты либо к пауэрблокам либо на рынке идешь, торгуешь. Ну слушай, давай так. На самом деле, ну, не знаю, можно ж и с пауэрблоками работать. Че нет, какая разница? Ничего, вот сделает вам и Фронтир, там сделают контракты. А так у вас уже есть контракты в игре, вон, пожалуйста, делайте корпоративные заказы на производство. Мне кажется, им нужно сделать корпоративные контракты с сроком выполнения, и чтобы этот корпоративный контракт мог, грубо говоря, заказать только один человек, забрать его. То есть не так, что кто первый сдаст 10 кораблей, или по одному кораблю один сдал, по одному кораблю другой сдал, так с миру по нитке и выполнили. А просто сделать, чтобы у тебя был срок выполнения контракта, количество единиц итемов, которые нужно сдать. И, грубо говоря, если ты этот контракт, срок проходит, и ты его не выполняешь, ты платишь эту штрафную санкцию. Пеню платишь просто за то, что ты не выполнил контракт. И у тебя есть, там, допустим, возможность контракт пролонгировать с новой пеней, с возможностью, да, то есть если ты выполнишь его, все, этот самый, ты пеню заплатил, но ты выполнил там через неделю, все получил согласно договору. Или отказаться, и все. Мне кажется, Витал, привет. Тендер на закупки, ну типа того. Да, а сколько CCP проплатили? Вообще ничего не платит никто мне. Никто мне ничего не платит, ребят. YouTube заплатил, сейчас скажу сколько. Давайте посмотрим. Вот один ролик, вот второй ролик. Вот, на одном ролике я заработал. Так, это получается сколько? Ой, неправильно. На одном ролике $7. На втором 6. $13 заработал на Фронтире, чат. Мега хайпанул, так сказать. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Включаю Да на самом деле не знаю, у меня времени просто нету. У меня нет времени столько. Я работаю, прихожу, вот сейчас могу хоть чуть-чуть постримить. И то, сами понимаете, взрослый мужик сидит, играется в игрульки. Ну ладно, я это играюсь, мне-то надо играться, отдыхать, правильно? То есть, скажем так, стримы не идут мне в нагрузку. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги, я сижу стримлю. Такого нет. Я стримлю в свое свободное время. То есть, если я хочу поиграть, я могу постримить. Вот сейчас у меня комфортные условия для этого все. Поэтому да, я как бы, честно вам скажу, я даже в Еву не играю без стрима. Я вот на стриме играю, вот я играю. Поэтому у меня сейчас такие условия, что я получаю максимальное удовольствие от стрима, потому что я еще и в любимую игру могу поиграть. Что там оно пишет? А, все. Вот. Поэтому, а если я хочу дополнительно, да, видос отмонтировать там, загрузить на YouTube, еще что-то, это мне нужно садиться и делать специально для комьюнити, для развития канала, для
Ютуба. А когда твой искачас в реале довольно неплохой, то ты начинаешь такой, а зачем мне, типа, напрягаться? Вот я сидел, монтировал экономический отчет, старался. Его посмотрело, там, 570 просмотров. Это, наверное, этот. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Подписчики мои там по 10 раз крутанули просто из уважения. Так сказать, чтобы набить немножко просмотров, а то смотрят жалко до. Вот. А так как бы, вот понимаете, в чем дело? Поэтому стрим и игра это удобно. И я сейчас нашел для себя удобный формат. Я сейчас, у меня получается, сейчас, кстати, вышел первая запись. Я настроил, у меня теперь не захватывается музыка на стриме. Если вы кто последние мои стримы смотрел, у меня музыки на стриме нет. То есть музыка есть на стриме во время стрима, но в записи музыки нет. И это удобно. Я сейчас вот первую запись уже стрима выложил на YouTube. Буду выкладывать отдельный плейлист с записями. Там музыки не будет, можете свою музыку включать фоном, если вы вообще будете смотреть. Вот. И как бы это не напряжно, вот в таком формате выложить. Просто если я буду делать экономический отчет, я просто могу взять кусок этого стрима, тайминги там записать, обрезать, без монтажа, без ничего, загрузил, ребята зашли, посмотрели. Или просто делать маленький стрим только на экономический отчет. Ну, не знаю, подумаю. Да ты богат. Кто? А мог бы в гараже с мужиками сидеть, мог бы найти вторую работу, все ради семьи. Да. Меня жена содержит, чат. Я этот, как это называется? Альфонс. Вот, поэтому как бы да. Включаю варп. Ой, зачем я включил нулифайер? Ну ладно. Включаю. Вот, я же говорю, что как бы, Включаю. ну, пока вот я для себя нашел оптимальный формат, это шортсы. Это очень удобно. Ты взял на стриме, сидишь, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, потом кто-нибудь зашел, какой-нибудь вопрос спросил интересный, ты такой, оба, ага. Потом пересмотрел в повторе, тут вот интересный момент, взял в шортс его клип сделал, шортс отправил. И чем сидеть, условно говоря, клепать видос, который наберет 500 просмотров, можно клепать каждый день по шортсу, каждый шортс набирает там 1000, 1500, 2000 просмотров. И, опа, смотрите тут, это Эденком, я думаю, это Конкорд, а это Эденком просто. Окей, ну у меня все нормально вроде бы с репутацией. Вот, и можно клепать шортсы, и это намного проще, чем клепать ролики каждый день, понимаете, в чем дело? И каждый день выходит шортс, люди там, пускай даже смотрят те же самые люди, неважно, но это как бы постоянный выпуск контента, человек понимает, ага, автор живой, работает, старается, что-то там снимает, периодически можно к нему и на стрим заглянуть, а если не заглянуть, то там Телеграм подписаться, узнать. Ну, кстати, Телеграм вообще я не понимаю. Мне, наверное, надо, я не знаю, что с Телеграмом делать. Надо какие-то срачи устраивать. Вот не хотят просто подписываться на Телеграм. Просто не хотят подписываться люди. Я не знаю почему. Там все анонимно, там все безопасно. Просто удобный инструмент, плюс поучаствовать там в розыгрыше еще. Не. Наверное, походу, слышь, чат, мне надо группу в Одноклассниках и в WhatsApp, да, запускать. Уже у нас возраст такой, когда уже в WhatsApp надо группу создавать. Или я не знаю, что делать. Включаю варп-двигатель. Телеграм как-то вот, что? Варп-двигатель. Для меня Телеграм вообще супер удобно. Включаю. У меня и работа в Телеграме, и я в Телеграме, и группа в Телеграме, класс. И Телеграм как мессенджер очень классный. Ну, ладно, там заблочили видеозвонки, но сам-то Телеграм не заблочили ж. И удобно общаться, все. Че люди не подписываются, я не знаю. Стараешься, постишь что-то, какую-то полезную. Я знаю, чат. Надо больше к рабства.
Надо больше. Надо сейчас вот я займусь, сделаю таблички с ценами на ПВЕ. И надо вот постить цены там на всякую эту фракцию. Вот это вот шансы дропа. Вот это все. Будут подписываться. Я понял. Крабов 80 там или сколько? 90% в игре. Надо контента для крабов. Сделаем табличку. Где самый этот самый, как это, вкусный лут падает. И цены на этот лут. Надо, короче, я понял. Надо прошерстить будет и в University, почитать, из каких миссий какие фракционники самые популярные падают, модули. И сделать таблицу с этими модулями и постить каждую неделю. Все, я понял. Так и запишем. Так. Хакер, да, это я. Может, Доа на жену работает, она ему ЗП платит. Может быть. Витал, сиськи пробовал выкладывать в телегу? Ой. Сейчас я пойду скотчем заклею и прям тут покажу. Что, чат? Показываем сиськи на стриме. Не знаю, каждому свое интересно. Я бы с удовольствием посмотрел на торговлю. Мол, вот купил лабубу по 3. Как мне ее продать по 4? Не. Я думал, мне, скажем так, как контент-креатору нужно расширять аудиторию. А для того, чтобы расширять аудиторию, нужно заниматься в этой игре всем. Ну, объективно. Вот когда ты будешь в этой игре всем заниматься, тогда ты будешь охватывать всех, потому что к тебе будут идти люди разные, потому что разная тематика стримов, им будет интересно разное, и они будут у тебя знать, что я могу этого стримера спросить все, что угодно, он мне на все, что угодно даст ответ. В таком формате, понимаешь? То есть, я вот, допустим, крабство вообще не шарю в крабстве. Хотя на самом деле, ну, с точки зрения там фитинга кораблей, что-то да уже, ну, мне так кажется, что-то да понимаю чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот. Поэтому как бы, если я не показываю крабство на стриме, да, то нас как, ну, комьюнити привыкла. Если челик там майнер, ну, без негатива для майнеров, да, то типа он ни хера не умеет в этой игре, он в ПВП не шарит, он ничего не делает. Кто такие эти майнеры? Под пивасиком сидят, копают, смотрят анимешку, сливаются и все. То есть не может там майнер быть ПВПшником или еще что-то такое. Если он там ПВПшник, он не майнер. Вот, так что будем копать лед в этот самый чат. Все майнеры, производственники, собираемся на большую копку льда. Фит в Телеграме закреплен. Не, может этот только этих херонов убивать вот в 1С. В 1С. 1С, да! В 1С, чат, в 1С, да. Слушай, а C1 и 1С, это неплохо, мне нравится. Да, я специалист по 1С и по C1, все правильно. Так и есть. Базанул. О, не знаю, каждому так. Я бы так, это я смотрел. Так, ага, все. Ну, слушай, по поводу торговли. Мистер Бокс, есть же ж стример такой. Ну, скажем так. Понимаешь, торговля это довольно скучный, без негатива, 90% времени контент. То есть есть ситуации в торговле интересные, когда можно там сказать, вот это да, там вау, ничего себе. Но в 90% это скучный контент. То есть можно обсудить новости, можно обсудить, что у тебя там одно подорожало, одно подешевело, причины. Но 90% человек, зашедший на стрим, вообще не поймут, почему, что, куда и как, и какие последствия и причины, первопричины этих там подорожаний и так далее. Потому что, чтобы вот, ну, быть торговцем, вот это, торговец, это вообще... Особенно, которые вот разными предметами торгуют, они прям вообще должны за всем следить, за всеми патчами следить.
ПВП, ПВЕ, майнинг, фиты актуальные, кто что юзает, что сейчас в мете, что не в мете, это вообще, на торговце самое опасно, можно на бабки вообще легко попасть. Тебе производственник сольет какой-нибудь корабли, которые не в мете, и будешь ты с ними сидеть, они в цене упадут, и фиг ты их потом продашь, будешь ждать next патча, чтобы их продать. Ну, я утрирую, конечно. Ну, то есть, а вот кораблик летает, что-то тут летит красивый, стреляет. Вот это поприкольнее смотреть, мне кажется. Поэтому надо, чтобы корабли были в космосе. Вот та же самая планетарка. Ну, то есть, о чем я, опять же. То есть, надо разнообразный контент, чтобы был. И майнинг, и какой-то ПВП, и там перевозки какие-то. Вот если вы посмотрите на всех топовых стримеров, то все топовые стримеры, они стараются разнообразить контент. Чтобы не было одного и того же. То есть какое-то там расписание, какие-то дела, и вот это вот по кругу крутят. То есть, да, вот, допустим, я в основном последнее время стримил майнинг. Но майнинг тоже... Есть люди, которым вообще пофиг на майнинг. Им не интересно. То есть они, может быть, с точки зрения личности я им интересен, они бы хотели зайти, пообщаться. Но они зашли со мной, один раз пообщались. И такие, ну, в принципе, окей. Чел молодец, красава. Ну, я пришел посмотреть на Еву конкретно. Еву он мне показал. Я понял, все, мне дальше тут смотреть нечего. То есть, да, есть люди, которые приходят к стримеру пообщаться с стримером, а не смотреть на игру. Есть люди, которые приходят к стримеру пообщаться со стримером и посмотреть просто на его игру, в эту игру, в Еву, if онлайн, да? И там есть люди, которые к стримеру придут, неважно, что он будет стримить, просто им человек интересен, нравится общаться, вот, дружбанно. Такое тоже есть, это правильно и нормально, такое должно быть. Кто-то тебе нравится, кто-то тебе не нравится, кто-то тебе импонирует, кто-то не импонирует, это нормально. И надо вот в этом плане вот развиваться, я же говорю, думать. Я сейчас сижу и вот думаю над развитием своего, так сказать, контент потенциала. Мне надо как-то развивать мой контент. Потому что, я же говорю, вот в телеге пощу информацию, все вот это вот, да, майнеры там пишут все классно, все круто. Но походу у нас на всю Еву 400 майнеров. Ладно, и 20 там, сколько у меня сейчас человек подписано в Телеграме? 438. 400 майнеров и 38 производственников. Все, больше майнеров и производственников нет. То есть, опять же, есть формат. Вот я тоже думал об этом. Типа конкурсы. Конкурсы. Вот подписывайтесь на Телеграм, конкурсы там туда-сюда. Но мне бы хотелось, чтобы на мой Телеграм люди подписывались не из-за конкурсов, а из-за контента, который находится в этом Телеграме. Чтобы им, ценность этого Телеграма какая-то была. То есть, да, там можно каждый, там, мне он CCP типа краски, там, плексы, еще что-то можно, там, ради, там, вот эту рекламу, там, постоянно туда-сюда. Но хотелось бы, чтобы люди по другой причине подписались. Чтобы для них это была какая-то ценность, а не просто. Ну, короче, да, вот стример. Нашел вот это. Давай, показывай контент, сиди тут, пи всякую хрень. Да, чат? Самое лютое ПВП происходит в жите в торговом терминале. Согласен. Прудника он тоже ушел от пути майнера. Да, я стримлю майнинг, час летит по спейсу. Да, кто хочет ПВП, идет к бесту. Ну так понимаешь, ну вот кто хочет ПВП, идет к бесту. Ну кто сказал, что кто хочет ПВП, должен смотреть только беста? Ну почему? Ты посмотри на киллборду, на что? Ну, я не понимаю.
Бист, он не только же за ПВП, ну. В первую очередь это уже стаж, опыт, уважение, респект. Это уже ветеран, так сказать, и онлайн, и все вот это вот. То есть, ты заходишь в онлайн, первое, с чем у тебя ассоциируется и в онлайн, в ру-комьюнити, это бист. Вот и все. То есть ты хочешь посмотреть новости, ты хочешь узнать что-то интересное про Еву, хочешь глянуть стрим, ты знаешь, что есть бист, я включу стрим биста, потому что стрим будет, ой, бист будет стримить Еву, я всегда буду этот самый. Вот в чем фишка. То есть тут у биста-то есть и ПВЕ стримы, и были там вот эти вот, как они там, Iron Man. То есть там не всегда, просто Ева такая игра, которая позволяет тебе в любой ситуации ПВП придумать. То, что мы в большинстве своем избегать пытаемся, это ПВП, это ж не наши проблемы уже. То есть не проблемы биста, это проблемы других стримеров, что они пытаются избежать. То есть так-то ПВП на каждом стриме намутить можно. Берешь он точно так же, праксис берешь, фит у тебя есть, бустеры есть, лимит скиллов есть, смотришь киллборду, смотришь, куда бист летал, берешь корабль, летишь точно так же туда же, куда летал бист, и пытаешься повторить то же самое, что повторял он. Вопрос, получится или нет, не знаю. Не потому что актеры, не подумайте. Просто ты кнопки не будешь нажимать по-другому. Это ж как дота, тебе дают... там, ты можешь взять того же пуджа, но ты ж, блядь, Дэнди не будешь, понимаешь? А то, что ты пуджа взял. То есть, в плане ПВП, как бы, не проблема вообще. Берешь, запускаешь ПВП стрим, фитишь корабль и летишь. Включаю варп-двигатель. Я не вижу в этом никаких проблем. И ты точно так же можешь 3 часа летать на праксисе по гейтам и говорить, блин, ну, я тут вот, тут мне не дадут, тут мы не подеремся, тут меня переблобят. И летать и говорить. То есть, понимаешь, ну, тебе никто не скажет, типа, что ты там очкуешь или еще что-то. Это как бы объективная ситуация может быть. Другое дело, что помимо того, что ты, пока ты летаешь по гейтам, ты должен что-то людям еще рассказывать. Рассказывать. И желательно, чтобы когда ты это еще рассказывал, ты это, во-первых, делал с умным видом. И мало того, что ты должен это делать с умным видом, ты еще должен, ну, люди должны как-то, скажем так, ты у людей должен вызывать доверие, что то, что ты рассказываешь, Включаю варп-двигатель. ты что-то правильное рассказываешь, скажем так. Включаю варп-двигатель. Понимаешь? Включаю варп-двигатель. То есть никто же тебе не запрещает взять YouTube, завести канал, включить пифу, устроить лекцию на 3 часа, там про ПВП, про ПВЕ, еще что-то, разместить это на Ютубе, шортсов нарезать, тоже разместить. Все. Включать стримы, летать там, пытаться драться с кем-то, делать с этого нарезки, загружать. Никто не запрещает, но просто этим никто не занимается. Особо, ну, есть же ж. В русскоязычном комьюнити я вот не знаю. Так. Тогда тебе еще надо в списочек добавить скам чатика и рулетки. Тоже контент. Ну так там интересно, мне нравится читать твой канал. Если добавишь сисек, будет просто гигантский прирост аудитории. И это ценность. Включаю варп-двигатель. Включаю. Так, вот сейчас я не понял, ну ладно. Включаю варп-двигатель. Про сисек немного не понял, ну ладно. Варп-двигатель. Для чего большое количество в телеге подписчиков? Смотри, это аудитория. Когда у тебя большое количество подписчиков в Телеграме, это твоя репутация. В том плане, что человек, который новый заходит, он видит большое количество подписчиков, для него это понимание того, что твой канал представляет ценность для людей. Раз много людей подписано, значит здесь что-то интересно. Ну, по крайней мере, это так работает на массы. Понимаешь? Ты можешь быть особенный, и ты будешь сидеть и вчитываться в каждый пост в Телеграме, а только потом примешь решение, стоит тебе подписываться или нет. Но некоторые принимают решение на основе циферок.
То есть они переходят на канал, видят большое количество подписчиков, видят живое комьюнити активное, и они понимают, что здесь интересно, здесь есть о чем поговорить, здесь или почитать, здесь стоит задержаться, понимаешь? Здесь что-то полезное. Включаю варп А когда ты заходишь в канал, в Телеграм и видишь там, ну, условно говоря, 100, там 20, 50, 400 подписчиков, как у меня, то ты такой, ну, что-то слабенько работает. Видать, слабенько. Или редко там, или что-то, ну, короче, слабоватый. Не слишком. Плюс от 1000 подписчиков в Телеграме начинается какая-то там монетизация. Почему бы и не монетизироваться, правильно? У меня в Телеграме if онлайн не позволяет монетизировать контент. То есть, условно говоря, играл бы я в другую игру, я бы там мог, не знаю, монетизировать как-то это все там, пост какой-нибудь там, полезный гайд, там, заплати звездочку. Условно говоря, там, на бусте какой-то закрытый там гайд, там, или запись стрима по if онлайн только подписчикам канала, там, этот самый, за деньги. Ну, я утрирую. Ну, такое есть у многих стримеров крутых, у них такое есть. То есть, хочешь посмотреть запись повтора, там, подпишись. Хочешь там какую-нибудь приватную трансляцию, подпишись, проведем приватную трансляцию только для подписчиков. В if онлайн даже такое нельзя сделать. То есть нет никакой мотивации людям поддерживать контент креатора копеечкой. Вообще никакой нет мотивации. Ну, пофиг. Ну, он типа сидит, чел, играет в свое удовольствие. После работы, да? Чё... Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Так, стоп, я уже куда-то не туда лечу или туда? Не, я еще... Я сейчас долетаю, слышь, чат. Джарзалат, вот, мы на месте. Я же говорю, я сейчас долетаюсь просто. Мне надо было станции выделить, а не эти самые. Сейчас, отвлекся. Сейчас надо быть внимательным, чат. Вот сиськи я могу добавить в телегу, поставить там 100 звезд на сисик. Все, CCP вопросов нет, потому что это сисик мой, это не сисик из онлайн персонажа. Понимаете, в чем дело? Ладно, шутка. Ну, Майер это курьерка, Турбо это многооконка, Архонт вечный поиск исков на ПВП. Скорее тут надо занять какую-то нишу и быть в ней экспертом. Ну, не согласен. Двигатель. Блять, ну не зна... Ну, чат, ну... Сука, Включаю. сейчас будет очень провокационно. Запрашиваю разрешение. Сейчас будет очень провокационно. Включаю варп. Разрешение получено. Не хочу я это говорить. Я не хочу говорить. Я не хочу этот самый говна на вентилятор накидывать. Не хочу. Ну, типа, какую-то экспертом. Ну, то есть ты хочешь сказать, что у нас все популярные стримеры, каждый в эксперт в своей, блядь, нише? Но я бы не согласился, скажем так. Ну. Я не буду называть имена, не буду называть фамилии, имена каналов, вот тыкать пальцами и так далее. Угу, по большей части, да. Я тебя понял, услышал. Эксперты. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Все. Там нифига не эксперты, ну. Ну, то есть, вот смотри, сейчас будет экспертный контент. Вот смотри, есть стример, глава корпорации.
А у нас много стримеров, глав корпораций, хуй вы догадаетесь, кто это. И он типа стримит. И у него типа корпорация. Но его корпорация как бы не захватила, не стала паверблоком. Вопрос, он эксперт? Он эксперт или нет? Ну, то есть, блядь, Включаю извините за мат. Вот если бы его корпорация захватила бы нули, стала бы там паверблок этой самой, сама, без помощи там кого-то или еще что-то, вы сейчас не поймете, потому что у нас все такие. Там у нас нет нульсечных корпораций, которые живут в нулях сами по себе. У нас все корпорации под паверблоками. Даже дичи заключают соглашение с паверблоками. Вы это отрицать не будете, никто здесь. Если вы это не понимаете, то мне вас жалко. Я думаю, все это уже понимают прекрасно. Обсасывать эту тему не будем. Ну, короче, неважно. Кто из русскоязычных стримеров, глав лидеров альянсов, этих самых корпораций, не альянсов, является лидером паверблока? Никто. Кто, блядь, из них эксперт? Никто. Но это им не мешает устраивать там какие-то эти самые и все вот это вот. Люди к ним идут. Так. Гасалав, мы на месте полетели. включаю варп-двигатель. Сейчас без негатива, это просто, ну, констатация факта. Включаю варп. Вы накинули, я добавил. Я сам накинул, сам добавил. Кто за что забанил, тот... Вита, лайк вообще. Кто за что забанен, тот, кто мой эксперт. Поддерживаю. А вы знали, что это единственный стример, которого можно забанить из-за чата? У кого еще такое? Разрешение на вход в док. Он, значит, это мужик. Ну, согласись, идея, когда стример пытается организовать пауэрблок, это цирк. Да нет, нету тут цирка. Ну, на самом деле, главы пауэрблоков, если их в реале посмотреть, ну, На вход в док. там разные люди есть. Разные люди есть. И, ну, как сказать... Я бы сейчас пошутил и сказал, что быть главой паверблока это своего рода тоже монетизация, понимаете, в чем дело? То есть человек, когда он тратит кучу времени, ресурсов и сил, я уверен, что его даже так, стоп. Ну, далеко ходить не надо, у нас есть крутой донатер, который поддержит главу корпорации русскоязычной. В этом нет ничего зазорного, это нормально. Вот. То с чего вы взяли, что в англоязычном комьюнити такого же нет? Или в китайском комьюнити такого же нет? Да я уверен, там их в 10 раз больше, владельцев всяких этих яхт, биткоинов, кумов Дональдов Трампов и так далее. Понимаете? То есть, ну... Там тоже люди тратят кучу времени, они на этом тоже нормально зарабатывают. Ну, никто не будет этим заниматься просто так. Просто это намного сложнее, чем РМТшить осуждают паком Thunderchild'а в нулях, понимаете, как бы. Вот, немножко сложнее это. Вот, а так, кто бы, ну, как бы, стриминг вообще, давайте так честно, изначально, стриминг это... понятно, что это все для людей, для комьюнити, это для удовольствия. Я этим занимаюсь просто так, но стриминг должен, ну, человек зарабатывать, кушать, иначе он не сможет быть full-time стримером. Full-time стример подразумевает под собой то, что он на этом зарабатывает, на покушать себе. И он может 8 часов, как я вот на работе, отсидеть, отстримить 8 часов, зарабатывать на этом бабки. Вот. А что он будет делать на этом стриме? Уже пофиг вообще. Будет он там сисик показывать, жопик показывать. Будет он там сливаться в ПВП или не сливаться в ПВП, понимаете? Вот есть стример, который в ПВП нагибает, а есть стример, который пытается тоже в ПВП его копировать, но в основном он только почему-то сливается, да? Но смотрят их вроде как нормально.
второй хорошо набрал аудиторию. Респект, красавчик. Вот, поэтому как бы, ну, видите, тут... То есть просто да, если ты занимаешься стримингом, когда ты занимаешься стримингом, ты не можешь уделять времени много своей корпорации. Потому что корпорация, жизнь корпорации это администрирование, это общение, это контроль, это вот все, принятие решений. А когда ты по 6, по 7, по 8 часов стримишь, тебе потом уже голова ни хера не варит. Вот я пришел с работы, отдохнул там, покушал, прогулялся, сел с вами вот с 8 часов вечера до 12, условно говоря, там до 11 постримил. Я встаю, у меня голова просто, ну никакая. У меня уже, блин, нурофен иду пью, потому что жесть просто. Понимаете? Такое тоже бывает. Возраст, а уже ж пенсия. Это ж тоже надо учитывать. Уже не молодой, не 18 лет. Это дотеры там 18-летние. Так, давайте проверим. Да, мы на месте. И вот представь, ты должен отстримить, а потом еще какой-то там корпорацией заниматься. А за эту корпорацию ты денег не получишь. За стрим ты получишь деньги, тебе надонатят, а за корпорацию хуй ты получишь денег. Тебе за корпорацию никто донатить не будет. Понимаете, в чем дело? Little Fish, привет. О, удачно зашел, снова обсуждаем чужие темы. Топ-тема. Чужие деньги. Люблю на любом стриме. 1,5 часа стрима, где лед Лебовский. 1,5 часа, а мы еще не дали. Мы везем баржи, чат. Вот, купил рецепты на баржи. Решение на вход в Купил рецепты на баржи. Че вы вот это вот душите? Сейчас будем строить баржи, и завтра будет копка капитальная. Вот привез первую пачку барж. Сейчас летим. Чё? Чё он написал в настоящее время, что? Ой, блядь, что я наделал, чат? Ну, балбес, извините. Мне ж надо напополам это поделить. Ой, блядь. Ну, тут хоть полегче уже. 36. Ой, это сложно, чат. Тут это 36, это сколько? 18, да? Блять, калькулятор хоть бери, включай. 180. Не, надо калькулятор. Сложно, старый уже. Сейчас мы везде сразу сделаем. 64, да. 8. Ну тут полегче уже. Сейчас я ваши комментарии почитаю. Пусть пока настоятся. С альтов пишу комментарии, чат. Сейчас, подождите. Сколько? 5120. Мне-то хорошо, понимаете? Мне-то хорошо. Я ноунейм стример. Вот. И то, что я там кому-то что-то скажу, всем пофиг, меня никто не знает. Поэтому могу себе позволить. Так, все, здесь оставили, а это забираем. Теперь здесь то же самое нужно сделать. Так, во-первых, импланты выложим. Блин, а я не знаю, какой... А какой мне... В Сеилу импланты повезем. В Сеилу импланты повезем. Так.
Ульки, давай покажи мастер-класс покупки. Да не, тебе еще пахать и пахать. Фэс, привет. Эту нишу еще пока никто не смог занять. Так ты в игру ради денег пришел? Стримы ради денег пришел? Да, какой корыстный, стоп. Тоже хочу денег, готов продаться за деньги, да, за деньги, да. Короче, название стрима вводит в заблуждение. Не копка льда, а везем груз. Ты сказал, что ты шаришь вот эти. CCP, добавьте кнопку ополовинить. Ну что вы издеваетесь над игроками? Согласен. До хочет деньги подписчиков стать экспертом во всем по Еве. Да. 821. У меня 821 подписчик. Ой, ну ладно, ладно. Так-то, чё вы это самое... Так-то давайте уже не 821, а 3350 на секундочку. Ладно, тут половина набрана на сноураннере. Так что тут меньше на Еве. Я даже не знаю, сколько там на Еве, сколько на сноураннере. Ну просто, чтобы вы понимали, у меня топовый видос по сноураннеру я делал. Сейчас. На секундочку, вот. 160 тысяч просмотров. Вот бы по Еве видос набирал за 5 лет 160 тысяч просмотров. У меня по Еве мой самый первый видос, это, по-моему, про грузовики был самый первый видос на канале. Где он? Вот. Он набрал за 6 лет, на секундочку, 11 тысяч всего лишь навсего. 11 тысяч. О! Майер еще даже не стримил в это время, а я уже гайды записывал по Еве. Вот так вот. Все. Где моя слава? Где мое богатство? Ну все, сейчас сорвет крышу от популярности. А ты не видишь, я и так уже... О-о-о. Опа. Спасибо, Густав, за подписочку. Спасибо. Спасибо. Если что, мне бабки с Твича приходят в чат. Так что, если у вас есть желание и возможность, можете подписываться. А еще у меня на Твиче есть красивые эти самые... Так, сейчас. Твич. Красивые иконки. Где тут? По-моему, здесь или как там надо? Не, надо это зайти на вернуться на канал. Да, смайлики то этот. Вон, смотри, сейчас. Блин, надо в анонимном. Сейчас. Сейчас. Сейчас, одну секунду. Вот, подписаться. Смотрите. Смотрите, какие у меня классные картиночки, а? А ну, есть подписчики 1 год? Смотри-ка. Никто Ророчку себе не хочет? Смотри, он на Вентуре полетать. Никто не хочет. А? Давайте он. Кто хочет оркой быть, чат? Признавайтесь. Ой, что там происходит? Так, ладно, занимаемся. Спасибо большое еще раз. О! Treasure Train. Кладовоз запущен на вашем канале. Участники экономят 35% при покупке 5 или более подарочных подписок на 2 уровне. Улки отправляет 6 битс в эту минуту. Спасибо, Улки. А чё мне задвоилось оно? Спасибо. Все. Так. Легчайший забайтил, все, пошел, все, офаю стрим, пошел бабки тратить. Так, иди отсюда.
Спасибо, ребят. Так, 5120. Вот это вот, конечно. Так, изоген 18. Тританиум сколько? 1 440 000. Миксалон 90. 540. 270. Так, и вот так, да? 18, 832,8, 18. Все, чудесно. Так, на склад отправили. А, кстати, склад... А сколько стоит здесь офис? О! Чат, вообще халява. 564 миллиона. Улки используют гигантизировать смайлик. Спасибо большое. Евка, это больше как кукинг или вязание. Не, ну я люблю готовить, чё? Чат, вы любите готовить? Я люблю готовить. Я люблю рамен готовить. Вы готовили рамен когда-нибудь? Признавайтесь. Я обожаю рамен. Не мивину этот, доширак, в смысле, а рамен. Который сам ты там все делаешь. Мясо обжариваешь. Этот самый... Да не доширак, Little Fish. Доширак. Так. Инвойсы, да? 564, это ж... Вот. А ну, а здесь? О, смотрите, в этой системе офисы популярные. 8 миллионов на секундочку офис стоит. В Кохе. Это ж не миллиарды, правильно? Да. Давайте купим. А здесь? 160 тысяч. Вот здесь никто не копает. Видите, там, где дорогой офис, значит, там живут люди. Ну. Хотя, может, они арендуют на станции просто. На цитке. А я балбес на NPC-шной станции решил арендовать. Так, все, мы арендовали в 4 системах. Хорошо. Теперь я могу просто скинуть это в корпоративный склад и не париться. Прикиньте, как удобно. Бам! И тут тоже. Так, я переложил их? Да, не в ангаре. Удалить. Бам. Сюда. Все. Класс. Класс. Просто кайф. Так. Я люблю готовить болоньезу или наполитан. Ну, началось вот это вот какие-то матюки. Так, я прямо сейчас готовлю тушеное куриное филе с овощами и пюрешкой. Я так понял. Целый корпоративный склад. Да, у меня теперь есть целый корпоративный склад в 4 системах. Я люблю отбивные. Я люблю свиные отбивные готовить. Значит, берем этот... Блять, как это слово называется? Корейку, о, блин, а то я хотел уже... Корейку берем свиную. Нарезаем... Сколько? 1,5 сантиметра, наверное, да. 1,5 сантиметра нарезаем кусочки. Потом хорошенько их молотком отбиваем. Надо для контента постучать было, ты не шаришь. По голове себе постучись. Не могу. Вот. Ну, кстати, под... Что? За бан, я понял. Вот.
Значит, нарезали мясо, отбили его. Отбили мяско. Что мы дальше делаем? Дальше мы берем соль, перец, яичко. Разбиваем, ну, в зависимости от объема надо смотреть. Я там сколько? Килограмм беру, 3 яичка, наверное, да? Ну, можно, это не важно, короче. Вот, перец, соль в тарелочку глубокую, яичко. Все это взбалтываем, не перемешиваем. И потом мы туда это мяско, получается... А, нет, стоп. Сначала, короче, мы каждую отбивную солим, перчим по чуть-чуть. Складываем в кучку. Потом вот это ж в глубокой тарелочке яичко тоже туда чуть-чуть сольки, перчика добавить можно. Вот, все это макаем. Макаем, какое красивое слово. Обмакиваем. Покрываем наши отбивные слоем этого. Что это такое? Я даже не знаю, как это назвать. Чат, придумайте слово, как это назвать можно. А? Кляр, о, в кляре, да. Правильно, мне подсказывает этот повар. Мой персональный повар, чат. У вас есть персональный повар? У меня есть. Вот. Наливаем сковородку. Ну, нормально так. Чтобы покрывалось, сколько, 2 сантиметра. 1,5 сантиметра масла наливаем. Растительного. Так, все, я верно. 8. То потом ехать назад придется. Опа. Так, это осталось здесь. Да. Вот, и начинаем жарить. Чтобы аж ух. Шкварчало хорошенечко. Ну и следим до золотистой корочки, чат. С одной стороны и до золотистой с другой. Потом берем кастрюлю. Вот. Складываем туда в кастрюлю. Их кладем. Накрываем крышкой. Они там еще доходят немножко. Включаем на медленный огонь. На самый маленький. Добавляем водички. Чуть-чуть совсем. На донышке. На донышке. Вот. И томим их там еще. Пока, ну там, чтобы закипела водичка, и чуть они пропарились. Вдруг вы их плохо прожарили внутри. Или там были бычий цепень, например. Приятного аппетита, кто кушает. Вот, или еще какая-нибудь фигня. Ну, короче, чтобы уничтожить микробов. А? Да я прикалываюсь, но вдруг они на рынке у бабули взяли, а бабуля там свою хрюшу не сильно за ней ухаживала и вообще. Может такое быть? Может. Так, сюда раз. Сюда 2. Все, мы готовы, чат. Все, выдвигаемся. Давай уже кукинг стрим, что нам этот майнинг? Да надо этот самый. Шумовка. Надо жрать вредно, так что хватит о еде. Нет взбалтывания. Водичка накопать надо. Лучше делать гуляш. Ну, можно и гуляш. А? Не слышу. Так, все, не отвлекайте. Это я не вам, чат. Вы можете меня отвлекать своими донатами, вот это вот. Отвлекает стримера.
Лучше... Так, а вы любите немытых хрюш? Нет, я люблю этот самый... Форель. Форель люблю. Люблю форель. Вот сейчас с майнингом закончу, пойду форель есть. Я надеюсь, я все правильно посчитал. Не пилот, я тень в ночи. Торнадо мой, твой конец, твоя печаль. Ты как жертва, заблудившаяся в тумане. Ты в мои сети попался, прощай же, странный. Ставь донат гол на Cooking Stream. Спасибо, Витл, большое за 250. Ты, кстати, получается, что обогнал? Одну смотрим. Нет, ты наравне. Пока не обогнал, смотри. Да Ярополка этот самый. Вы с ним на одной ступеньке. Третье, четвертое место делите. Это понял, байт типа? Я это Donation Alerts попросил, говорю, не надо Витла поднимать на третье место. Спасибо большое еще раз. Есть над чем работать, согласен. Спасибо. Я подумаю, ты же понимаешь, Cooking Stream это надо рабочую зону организовать. Это мне надо подумать, мне надо стримерский компьютер будет тогда на кухню оттарабанить, но это на выходных. Надо будет с женой договориться. Я у жены спрошу, сколько она хочет денег, чтобы она мне разрешила кукинг-стрим устроить. Я ж так понимаю, это потом надо на этот самый еще, как это называется, на клининг потом еще. Вы представляете, что будет на моем кукинг-стриме, а? Да ладно, я шучу. Я буду аккуратно. Надеюсь. А что будем готовить? Есть пожелания? Что готовить будем, чат? Включаю варп-двигатель. Будем готовить луковый угар. Что-то звучит как-то, как какая-то запрещенка. Включаю варп-двигатель. Включаю Надо погуглить. Я не буду это гуглить. Что-то страшное. Ух ты. Ресторатор готовит луковый угар. А картинки, а ну-ка. Я сохранил, потом глянем. Интересно, интересно. Включаю варп-двигатель. Так. О, Включаю варп-двигатель. слышь, чат, я в системе Гхейз, а я думал, что я в системе Гнейз. Вот так, если сделать. Ой, блин, не получается. Ну, почти Гнейз, да? Мы нашли систему. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. My Little Fish явно суши не любит, я понял.
Включаю варп-двигатель. В общем, я понял, надо этот в телеге будет запустить голосовалку. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Так что, если не хотите пропустить кукинг стрим, обязательно подпишитесь на телеграм-канал Duo Prime. По ссылке на экране в описании стрима или просто в поиске Duo Prime без пробела. Спасибо. Вот, кстати, да, допустим, в той же самой линейке или в Варкрафте, ну или в других каких-то играх, там вот есть кухня ихняя, какие-то эти самые продукты там и так далее. И там вроде как можно что-то отролеплеить. Вот я помню, там со Скайрима что-то готовили. Варп-двигатель. А вот в онлайн, что можно приготовить? Я даже не знаю, что можно в онлайн приготовить. Какая у них еда? Есть у них какая-нибудь еда? Торт в виде капсулы нужно приготовить? Или торт в виде этого, да? Мародера? Вход в док. Разрешение. Так, смотрите, тут есть лед. Ребята копают. Но ты же понимаешь, что на кукинг стриме ты должен быть в костюме вайфу. Запрашиваю разрешение на вход. А марский плов? Разрешение получено. Да вообще изи. Плов это легко. Слушай, ну по поводу горничной, это, конечно, интересно, да. Запрашиваю разрешение на вход в док. Это 10 миллионов. Легко. Накопаем 10 миллионов, так и быть. Включаю варп-двигатель. Надо тогда этот... 10 тысяч иск. Вот это я понимаю, популярная система. Разрешение получено. Блин, а здесь другой нету системы? Ладно уже, пофиг. Но если пшеница в амаре выращивают, значит есть водка и пшенная каша, как минимум. Десять тысяч. Нам подходит. Так. Сейчас осталось последнюю систему долететь. И надо запускать производство. Я ж могу правильно, Витл? Я могу... У меня же, если есть доступ к корпоративному складу, я же могу запустить это персонажем, который навыки прокачаны. Главное, чтобы, ну, хватало дистанции. То есть я могу со своей, условно говоря, основы запустить во всех этих станциях производства. Я правильно понял же? Вроде да. Включаю Сейчас попробуем. двигатель. Вроде это так должно работать. Подключаюсь к серверу. Я могу найти эти рецепты все и позапускать. Да, вот они появились. Только нужно подождать теперь. Нужно подождать время. Чтобы они там пораздуплялись немножечко. А в других местах это в каких? А, видишь, принадлежат мне это отдельно. Ага, вот оно. А принадлежат корпорации отдельно. Все, очень удобно.
Включаю варп-двигатель. Сейчас будем запускать. Включаю варп-двигатель. Так. А, да, запускать. Тут же нет завода. Тут вот есть завод, тут можно строить. А у меня вопрос, если я поставлю... Мне хватит? Еще на 10. Да, хватает, отлично. Да, да. Я что-то не подумал. Подключаюсь к серверу. Надо будет их перевести. Что ж я так корпоративный склад арендовал на заводе без производства, а? Отменяем аренду, не годится. И здесь нет производства. Отменяем аренду, не годится такое дело. Здесь есть производство? Да, здесь есть. Вот сюда летим. Включаю варп-двигатель. А тут не показывается, да? Ну, в Райтару-то точно для этого и стоит, правильно, чтобы на ней производство строилось. Я надеюсь, чат. Я надеюсь, что оно для этого и стоит. Так, хорошо, мы запустили в 2 системах. Так, давай еще посмотрим. Подключаюсь к В серверу. Дантане в этом есть или нет? Запрашиваю разрешение. Так, в этом Дантане нет, здесь нам не нужно. Разрешение получено. Кидалован. Так, стоп. Есть тут все. Разрешение А. получено. Минус 10 миллионов, чат, на пустом месте. На ровном месте. Жесть, жесть. Вот нубас. Ну ладно. Так, мы в Дантане, а какая там еще была система наша? Включаю варп-двигатель. Так, все, здесь арендовать. 4 миллиона, хорошо. Все, теперь четенько. И здесь арендовать. 50 тысяч. Нас устраивает.
Надеюсь, эту цитку не снесут. Надеюсь, не снесут. Так. Подключаюсь к серверу. Так, смотрим. Почему здесь не хватает? А, это цитка. Тут наоборот бонус. Отлично. Так, значит, меня интересует Двигатель. система. Джарзалат, Гасалав и Кохе. Здесь вот у меня нет производства, я здесь не могу запустить. Чуть-чуть я ошибся. Значит, летим. Летим менять систему. Да, вот это вот, конечно, я... Какой пример показываю молодежи, чат? Гасалав. Кохе. Кохе. Кохе кому налить? Так, ты лети сюда. А ты лети сюда. Все, отлично. Добро пожаловать в чат. Кто? Че оно у меня обновляется? Пишет добро пожаловать в чат. Не понял. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Можно было, конечно, больше, но пока на один раз построим. Завтра, если что, еще запустим. Я не думаю, что нам больше 8 каталистов понадобится в одной системе. Они быстро расшугаются, эти майнеры. А потом просто берешь, логинишь чела с минус 10 security статусом в системе. Буквально на 10 минут. И все пояса твои. Брифил, привет. Это ганг? Кто ганг? Где ганг? Еще нет ганга. Ганг планируется. Если тебе интересно и желаешь поучаствовать в нашем майнинг-опсе, заходи в Телеграм. Включаю варп-двигатель. Там есть фид. Включаю варп-двигатель. Но статус security может твой понизиться. Предупреждаю сразу. Майнить баржи в хозяйке. Да. Сначала копаем лед. Продаем и майним баржи. И так по кругу. Заработал, потерял. Заработал, потерял. Вот так и живем. Так устроена экономика. Включаю варп-двигатель. Буду продавать баржи прям там, на месте.
Прикинь, прикольно, привозишь туда эти самые Халки, Макинавы, ставишь их на продажу, плюс 20% житы. Надо, кстати, посмотреть. Там, наверное, кто-нибудь таким и промышляет. Так, а вот тут плохо, тут нету цеха. Ну, будем пробовать. Сейчас, может быть, здесь есть. Включаю варп-двигатель. Вряд ли тут, конечно, есть эти самые. Давайте посмотрим. Производство. Да, ближайший у нас вот в соседней системе. Значит, туда летим. Здесь нет производства, к сожалению. Ну, не страшно. Один джамп это вообще ничем. Ой, а там такие халки вкусные копают. Макинава со значком. Вы посмотрите, какая это макинава опасная, чат. Вы посмотрите. У-у-у. С пушкой. О, да. Супер опасная макинава. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Украл, выпер в тюрьму, романтика. Да-да-да-да-да. Ну, хорошо, что это только в Еве, да? Там еще надо разобраться. Там еще надо разобраться. Я вот не знаю по поводу security статуса. Там есть такая фишка, что Конкорд, когда спавнится в системе, то в следующий раз, когда ты делаешь какое-нибудь противозаконное действие, если этот Конкорд уже заспавнился, то ему нужно 6 секунд, чтобы перезапуститься. То есть, грубо говоря, вот, допустим, я суицидю в системе 0.7. Время, запускается таймер, как только мои пушки атакуют баржу, 10 секунд. Через 10 секунд Конкорд заспавнится в гриде, 150 километров. Если я тут же атакую другую баржу снова, когда у меня пройдет таймер, Конкорд меня инста-лочит и инста-убивает. Поэтому в месте, где уже стоит Конкорд, суицидить снова нельзя. Надо его куда-то деть. Его можно деть... Миллион. Ну окей, заплатим. Его можно деть... путем того, что ты его куда-то переманиваешь. Так, Мани, да. Мани-мани. Классное название системы. Ох, Мани. Ох, Мани. Так, хорошо. И... вот, поэтому нужно будет разбираться с этим вопросом, учиться. Вот в чем вопрос. Когда вы атакуете чужой корабль, у вас security статус понижается. Вопрос, когда вы атакуете контейнер чужой, понижается ли у вас security статус или не понижается? Я вот этого не знаю. Нужно будет проверить, попробовать. У меня есть майнеры, можно им сделать... попробовать ими. Ну или другими персонажами. Посмотрим, в общем. Каким-нибудь. На нубашипе просто атакуешь. И все. Включаю варп-двигатель. И Конкорд, получается, спавнится
в том месте, где ты атакуешь. Так вот, смысл в том, что нужно создать буку, близкую к IS-болту, чтобы именно этот конкорд, который ты заспавнишь близко к IS-болту, но не прям в нуле от болта, а потом, когда ты туда прилетишь, получается, он среагировал на вызов, так сказать. Прием, это конкорд, да, вызывали, баржи убиваются, летим, вот. То есть, понимаете, он должен отреагировать, и тогда у него 6 секунд таймер запускается, и после этих 6 секунд он реагирует и еще 10 секунд. То есть увеличивается практически на 50% время, которое отводится на суицид. Понимаете, в чем прикол? Включаю То есть это так-то круто. Так-то круто. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Вот с этим надо будет потестировать. Возможно, сейчас попробуем. Хотя не хотелось бы, конечно, сейчас пробовать в плане того, что стендинг, но я на тех персонажах, которыми я не буду майнить. Вот, мы на них попробуем. Так, у меня 5 запущено, мне осталось 3. Ты зачем нам это рассказываешь? Думаешь, мы полетим твои баржи пинать? Нет. Нет. Включаю варп-двигатель. А ты себя в этом в множественном числе думаешь? Или ты думаешь, что только я только тебе это персонально рассказываю? Ну, полетите хорошо, я не против, я только за. Варп-двигатель. Я уже думал, что за наезды? Ну вообще, не, ну вообще, если так по большому, то я потом шортсов нарежу со стрима, еще на YouTube загружу. Поэтому я рассказываю не для вас, а для других зрителей в будущем. Привет, зрители в будущем, которые смотрят запись на YouTube. Потому что эта запись потом будет еще на YouTube загружена полностью. Весь стрим будет еще на YouTube. У меня теперь будет на YouTube плейлист записи стримов. Раньше я не делал. Почему? Потому что я на Твиче слушал музыку. И музыка давала ограничения на авторские права. Там по регионам, запрещено и так далее. Сейчас я настроил дорожки. И у меня получается вот, который пишется на Twitch. В нем музыки нет, он без музыки. И этот вот я могу спокойно грузить на YouTube. Мне никаких не будет ограничений по авторским правам. Я все сделал красиво, и теперь у меня все классно. Так, здесь есть производство? Есть производство. 500 исок. Вот это красота, вот это респект мужикам. Можно и побольше было бы, я бы больше заплатил. Так. Началось. Что я сюда летел? Где я делал... Бля. Полетели назад. Включаю варп-двигатель. Я-то забыл. Ой, блин. Где моя корпорация? Ай, балбес. Так где идти? Общение, вот. Корпорация. Так. Запрашиваю разрешение на вход в док. Разрешение получено. Так, мне надо лететь в Гасалав. Кто самый близкий к Гасалаву? Ты в Гасалаве. Или это устаревшая информация, я не понял.
Включаю варп-двигатель. Я что-то запутался, что-то совсем. Стримера скоро кукуха поедет. С этими вашими. Core Complexion Ink Storage. А, вот оно, все. Тут просто цитка есть. Разрешение на вход в док. Все, я сюда прилетел. Запрашиваю разрешение на вход в док. Что-то я не догнал. Угу. Ты из ВХ выехал? Да, я выехал. Пока выехал, посмотрим. Включаю варп-двигатель. Блин, я здесь арендовал офис. Нафига я его тут арендовал? Ладно, пусть... Не, отменю аренду, ну его нафиг. Разрешение на вход в док. Вот этот стример запутался. Наарендовал себе тут, понимаешь ли. А я заехал в ХА. В какую? Какой класс? Как планетарка? Сколько планет? Или ты планетаркой не занимаешься? Включаю варп-двигатель. ВХ не понравилось? 2 года жил в ВХ, почему не понравилось? Я жил в С1, понравилось, я лутал изи бабки, убивал херонов на аномальках. Вот, 30 персонажей планетаркой занимался, копал гнейс, вообще по кайфу жил. Просто надоело, и плюс из-за реала пришлось бросить играть на 2 месяца. И в результате вывез все ассеты, а потом назад завозить уже лень было. И решил, что пока с ВХ завяжем. Плюс, скажем так, для контента, для стримов ВХ, ну, C1 это очень не подходит. Разрешение получено. Крабить там нельзя, копать там можно, когда есть аномалька, она есть очень редко. Такое, короче говоря. Вот поэтому я выехал. Возможно, в будущем ВХ не двига была. Не, у меня не было. У меня лично не было. Была у ребят, с которыми я жил. У меня лично не было. Я не такой. Устанавливать недвигу... Для кого-то в удовольствие, так сказать. Нет, нет, нет. Включаю варп-двигатель. Живу на посте, но думаю планетарку плюс газ копать в статика, когда на Варгуре не краблю. Газ вроде самая человая. Ну, самое главное, это чтобы заработать на несколько, так сказать, флотов для копки газа, чтобы ты не сидел на очке каждый раз, когда ты там его добываешь и так далее, а более расслабленно этим занимался. Потому что самое страшное, это когда ты на последние иски занимаешься, а потом сливаешь, и тебе, так сказать, Вход в док. экономика рушится.
Ну, я думаю, ты шаришь. Так, 500, окей. Вот, я же говорю, мне планетарка нравится тем, что прям Разрешение получено. тебе для того, чтобы заниматься планетаркой, порог входа очень низкий. Корабль прям вообще дорогой не нужен. И это классно. Так, давайте посмотрим. Корпорации. Офисы. Мне нужно найти. Кохе. О, сюда летим. Флот. 2 окна играю, Варгур приносит 500 в час. Да больше 1,5 часов не могу крабить. Но больше. Ну да. Включаю варп-двигатель. Ну, главное, чтобы ты свой Варгур уже купил, и все. Дальше уже в плюс работал. Вот. В идеале, конечно, выходить на более безопасные доходы. Но там надо смотреть. Просто если регулярно играешь, можно, ну, там в чем прикол? Ты можешь завести второе окно, прокачать ему планетарку и на СП-ферме выкачивать еще навыки. Окупать его, а второе окно использовать там тоже, опять же, краба и так далее. То есть прокачать там второй мародер себе и больше ничего на нем не качать. Будет все равно дешевле, чем платить полную омегу. Ну, там надо садиться считать. Я даже не знаю, вот если бы я сейчас с нуля начинал, если бы я с нуля начинал, я бы даже не знаю, чем бы я занимался в Еве, чтобы зарабатывать. Двигатель. Скан, наверное. Самый простой, наверное, для меня был бы скан. С точки зрения того, что ты на альфе можешь спокойно летать, сканить. Да, периодически тебе будут попадаться контейнеры, которые ты не сможешь вскрывать. Ничего страшного, но если по крабству, то на альфе крабить, ну, я не знаю, праксис брать, лететь в C3, ну, как вариант. Либо праксисом в C3, либо сканить. Либо лететь в почвень и лутать в почвине всякие побитые паладины. Но для того, чтобы лутать паладины в почвине, надо скиллуху. Чтобы понимать механику игры, как это все делается. Новичку будет сложно таким заняться. Торговал бы Глори нитками в житке. Копка в нулях, не считая лун, умирает. Шадан, привет. Цены на руду настолько вниз летят, что уже и копать неинтересно. Ну, не знаю. Я, к сожалению, или к счастью, не в нулях, поэтому тут не скажу. Но просто нужно оптимизировать окна. Выкачивать СП, чтобы тебе каждое окно обходилось не 3 миллиарда в месяц по искам, а меньше. Проплачивать, поднапрячься, проплачивать там на год, я не знаю себе. Ну, вы поняли. То есть сейчас борьба идет за то, что ты должен сделать стоимость омеги на окне минимальной для себя. Вот. Первый вопрос это, конечно же, оплатить на год. Второй вопрос выкачивать с майнера СП. То есть 3600 на 5,5 это 19 лярдосов. 20 лярдосов в окно. И получается 4 банки. Профит там сколько? 280. И умножить на 12. И минус
Ну вот еще 6 лярдосов разница будет. 6 на 12. Но это все равно 500 миллионов в месяц на окно тратить. Или больше. Ну, короче. Фуллериды ВХ великолепный чил. Запросите Согласен. разрешение на вход в док. Планетарка на 3 чарах в самом ленивом варианте приносит от лярда в месяц. Да. Ну, Разрешение получено. понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Вопрос в том, что, условно говоря, ты играешь в игру. Допустим, каждый день по часу у тебя есть. Больше у тебя времени нет поиграть в игру. И ты должен, если мы говорим о заработке, ты должен выбрать тот вид заработка, который принесет тебе максимальный профит. То есть, если ты можешь крабить с искочасом 500 в час и заниматься планетаркой с искочасом там 200, то зачем тебе тратить время на планетарку? Понимаете, если ты можешь крабить, то есть зачем тебе час тратить? У тебя в общей сложности выйдет 800 за 2 часа. Вот в чем дело. Но, если, допустим, в моем случае, да, когда у меня 10 окон, я не могу крабить в 10 окон. Они все равно будут там 3, 4, 5 окон простаивать. И тут уже за тот же там час или два я могу, занимаясь планетаркой, повысить свой искочас за счет количества окон. Понимаете, в чем дело? И вот тут вопрос, когда ты крабишь, ты там 2, 3, 4 окна мародера ты можешь. А условно говоря 5, 6, 10 больше ты уже не можешь. Вот ты же, ну там, ребята вот в почве не могут в 25 окон крабить. Разрешение получено. Но сколько у них окон непосредственно в крабстве принимает участие? А сколько окон саппортящих, да, назовем это так, саппортящих окон? То есть он бьет непись там 10 паладинами, а саппортит ему еще плюс 15 окон. Ну, я условно, я не знаю, сколько они чат, я не шарю. Но, как я видел, там подозреваю. Может, есть ребята в чате, кто шарит за это все, объясните. Так, давайте проверять. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Еще какой-то где-то. Давайте смотреть. Чертежи. Джарзалат. Надо в этот Джарзалат лететь. Так, тебе сколько? Ты в Джарзаладе. А чё ты тут сидишь? Полетели. А где он? Нет, стоп, мне надо корпорацию. Включаю варп-двигатель. 15 флот. БМ, привет. Да вот флотик завез. Фит завез. Баржи поставил строиться. Вот уже баржи строятся. Видишь? Баржи вот строятся. Все хорошо. Завтра будем фитить. И копать ледик. Подготовочка, так сказать, небольшая происходит. Вот, потом налутаемся с льда. Разрешение получено. Налутаемся с льда. И можно будет еще добавить по фиту барж. Потому что пока я там почитал, там получается мы будем работать, смотри, мы будем работать не так, как эти
челы из ВХ работают, душат одну систему, потом челы выехали, у нас просадка ВХ по крабсу 30-40%. У нас есть 8 систем, и мы будем работать в 8 системах. В одной поработали, потом в другой поработали, потом в третьей поработали, потом покопали, потом в четвертой и так далее. И так будем потихоньку, так сказать. Плюс, опять же, не забываем, что еще дропаться там будет вот это все выпадать. Не обязательно, что стопроцентный лут будет. Ну, я имею в виду потеря лута с каталиста. Вот. А сейчас, пока вот занимаюсь арендой жилых помещений, так сказать, для своих майнеров. Я на посте планирую все время жить и иметь структур внутри поста самый минимум. Орка с 40 ангаром. Не, ну если ты, да, если ты без структуры, то ты промышляешь тем, что ты добываешь. Ты добываешь ресурсы, продаешь. Добываешь планетарку, продаешь. И крабишь, и продаешь синьку. Все. Ну и может какой-нибудь индус когда-нибудь поймаешь там, который будет на 100 лярдов синьки вести. Мало ли что. Интересный план посажить или уже прям верните мой 2014. Не, ну так на посте можно жить же. И фитить корабли там можно через эту орку. И все вот это вот. То есть так-то да. С точки зрения привлекательности, все правильно. Пост не такой привлекательный смотрится, как Цитадель. Потому что на пост ты подлетел, ты приблизительно визуально оценил его содержание, понимая, что он тебе нафиг не нужен. А Цитадель ты не можешь оценить. И в этом плане, конечно, плохо. Да, тут видите, тоже на циточке у нас чуть-чуть даже по материалам экономим. Так, ну все. Все, проекты запущены. Завтра в каждой системе будет по 10 барж. И потом еще запустим. Вот, побалуемся чуть-чуть. Я там по сколько? По 8 барж, да. В каждой 8 систем, 8 барж 64 на секундочку этих потратился. Фитов. Так. Ну, хорошо, допустим. Все, тут все подразделения. Эти ребята пусть пока отдыхают. Давайте посмотрим теперь, что у нас по льду. Может, что-нибудь помайнить можно прилететь. Мы же можем теперь помайнить прилететь. Так, как тут наш... А, надо их еще, слышишь, надо еще... Я что-то, да, не подумал. Надо же еще майнеров привезти. Сейчас мы майнеров привезем, чат. Майнеров-то надо привезти. Вот же они. Майнеры наши слева направо. Вот тут вот 5 майнеров в Амаре сидит. А вот этих майнеров надо поменять. Мне надо здесь, чтобы был майнер. Здесь. И здесь. Потому что этим майнерам нужно улетать. Мне нужно, чтобы здесь другие окна сидели. Сейчас мы отлогинимся этими. Сюда нужно баржи привезти. Сейчас мы проверим, какая где стоит.
Моя цель быть наименее привлекательной целью для запила. Все правильно. Все правильно. Если ты тяжело переносишь потери, потому что, ну, это нормально. Так, этого не нужно вести, он уже на месте, хорошо. А вот этих двоих нужно довести. Этих двоих нужно довести, потому что Включаю варп-двигатель. мне нужно, чтобы у меня глазки были в 8 системах. Двигатель. Потому что 8 окон майнеров, в кавычках, они должны летать по системам. Я не могу себе позволить окна еще и разведчиками, и чтобы летали туда-сюда. Это будет максимально неудобно. Ой, какой же сладкий подскан, чат. Какой же сладкий подскан, а? Макинава, Макинава. Какой сладкий подскан. Вы посмотрите на это чудо, просто чудо. Интересно, они заплатили лицензию на копку? Я думаю, да. Вот они удивятся, когда другая организация прилетит и скажет, платите. Платите. Да ладно, мы не будем заставлять никого платить. Включаю варп-двигатель. Подключаюсь к серверу. Так, где мы встречаемся? Наверное, в Амар полетим назад, и все из Амара будут лететь флотиком. Правильно? Пусть летит в Амар пока. Назад. Вот так вот. Включаю варп-двигатель. Я знаешь, что думаю? Я, наверное, с тобой в движуху буду вписываться и в майнерскую, и не в майнерскую. В телеге пиши, если что, новости. Ну смотри, по поводу новостей, я играю в игру, когда стримлю. 99%... О, блять, вы гляньте на это, чат. Чат, вы гляньте на этот чат. Не та кнопка, блядь. Вы посмотрите на это. Вы посмотрите на этот чат. Вы посмотрите на этот чат. Да что я... Вы посмотрите, вот ребята скучают. Вы понимаете, контент какой пропадает, а? Включаю Я буду, да, я всю информацию буду размещать в телеге. Все новости буду постить в телеге. Скорее всего, что если какие-то движухи будут, то эти движухи будут на стримах. Я постараюсь давать инфу по поводу стримов, ну хотя бы, чтобы плюс-минус вы понимали, что сегодня будет, не будет, и плюс-минус когда ориентировочно. Чтобы не было такого, что я стрим запустил, а вы там пошли гулять, а хотели поучаствовать. Поэтому я постараюсь, да, информировать. Если будут желающие, то, конечно... Я думаю, что будут желающие. Хотя бы просто попробовать. варп-двигатель. Как-то себя надо развлекать в этой игре. Хотя бы просто попробовать. Может, действительно, ну... То есть, представь, ты прилетаешь, у тебя там 3-4 макинавы. Вон, вот сейчас какая пачка макинав была. Ты просто прилетаешь, там в 12, в 16 каталистов и 4 макинавы. Бум, на бельте улетела сразу. Включаю варп-двигатель. Ну, кайф же, кайф. А что из них еще, если дропнется что-то вкусное, представляете? Это ж вообще будет. Варп-двигатель. Так что да. А там распугали всех, и можно самим на льду позалипать. Я же говорю, главное вывести их из карпы, чтобы не было этих самых вопросиков. Но я думаю, я майнеров просто в другую карпу переведу.
Я майнеров в другую карпу переведу. Я от основной карпы не буду отвязывать, потому что, ну, как бы, неплохо было бы, чтобы на карпе было все эти киллы висели. Включаю варп-двигатель. Вот. А майнеров можно в другую карпу перевести, и пусть там в другой карпе тусуются. Хотя, опять же, вот вопрос про карпу. Может, их лучше перевести в NPC? Ну, не знаю, подумаем. Не успеешь 4 запилить, особенно если они зафичены нормально и под бонусами орки. Так, нет, ты не понял. Я не буду пилить 4 Включаю варп-двигатель. сам. Я говорю о том, что со мной зрители хотят контента вместе. Включаю То есть варп-двигатель. Включаю пачкой я управляю, пачкой другой человек. Плюс механика Конкорда так устроена, что на каждого персонажа прилетает персональный полицейский. И получается, если ты атакуешь одним персонажем, прилетает полицейский и убивает его. Вторым прилетает полицейский и убивает второго. Третьим прилетает полицейский и убивает третьего. Четвертого и пятого и шестого. И получается, грубо говоря, ты 4 атакуешь, у 4 есть таймер там 16 секунд. Плюс можно еще отсрочить прилет Конкорда путем спавна Конкорда на сейфспоте рядом с майнерским поясом. То есть Конкорд спавнится, и ему потом, чтобы с одного места перелететь на другое, нужны дополнительные 6 секунд. Включаю варп-двигатель. И получается, если в системе 0.7 таймер 10 секунд с момента атаки до прилета, то с таким еще с такой штукой получается 16. 16 секунд там на троих это еще по 50% урона с каждого каталиста. Килборда, так сказать, все ж показывает. Включаю варп-двигатель. Просто да, если я один буду 4 пилить, я не смогу это просто в окнах запутаться. У меня максимум, вот, у меня 8 окон. То есть я максимум могу 2 баржи взять на себя. То есть прилетел раз одну баржу убил, прилетел раз другую. Я могу разместить одни окна в одной системе, 4 окна, 4 окна в другой системе. Работать так. Ух ты! Чат! Смотрите, Минакавы. Минакавы в 1.0. А что за прикол? Ничего себе. Чат вы видели? Минакавы в 1.0 в системе. Капитал, если что это. И вот. А откуда они взялись? А кто их сюда пустил? Чат, вы видели такой прикол? Я не видел. Я надеюсь, это не какой-то протест. Откуда они взяли здесь, чат? Вот так вот летаешь себе, летаешь, а потом в Амаре капитал видишь. Это персонаж, если что. Это игровой персонаж. Это живой игрок. Это не NPC. Да, смотрите, это карпа. Это ВХшники. А как они... Капитал у них оказался... Кто знает, как здесь капиталы оказались? Допатчевый капитал. Да, Фуми, привет.
И я же говорю, вон, ты видишь, выкатили свои минакавы проветривают. Две свои минакавы, левая и правая минакава проветривается. Прикол. Вот так вот. Это в шортс. В шортс на YouTube пойдет. Встретили капиталы в системе 1.0. Давайте с графончиком. С графончиком. Вон, посмотрите, какие они красивые. Минакавы в Амаре, чат. Офигеть. С ними нельзя ничего делать, кроме дока и андока, согласно Юла. Понял. Понял. Ну, это им нельзя, а мне-то можно, правильно? Я ж могу попытаться их засуицидить, правильно? Или мне тоже нельзя? А в смысле нельзя ничего? А что, они не могут отпрыгнуть в лоусек? Это просто как для, типа, ну, как сказать, как реликвия, монетка. Как артефакт. Вот, артефакт. Внутри хаев. Понял, понял. То есть прыгнуть можно, а летать там нельзя, я понял. Докнулись и докнулись. Ну да, я думаю, эти ребята могут себе позволить еще там Минакаву купить отдельно. Прикольненько, прикольненько, ладно. Интересненько, конечно. Если они отпрыгнут, сразу потеряется немного лярдов. Сказать тебе честно, я не понимаю, в чем прикол. Их нельзя даже купить. Тогда вообще они ничего не стоят. Все. На вход в док. Разрешение получено. Все. Так, стоп. А я тут, понимаешь ли, стою на гейте. Сейчас меня как засуицидят, буду знать. Так, да что я постоянно забываю? В Дантане. Так, ну все готово. Включаю варп-двигатель. Так, все, этот персонаж тут. Все, он у нас кохет. Так. И эти долетают, и все, и можно... И можно будет смотреть айсболты копать. Да, мне тоже кажется, если бы у человека был капитал в хайсеке, это ни за какие деньги его бы не отдал. А тут целых 2 капитала в хайсеке. На секундочку, это вообще... Так, все, мы на месте. Подключаюсь к серверу. Разрешение получено. Спасибо за оповещение. Так, мне бы, конечно, их... Мне бы, конечно, их посадить
Так. А допустим... А, не будем тратить, не надо. Я думал, мне нужен фрегат. У меня здесь прокачан клочный Т2 транспортер. В принципе, его можно использовать. Надо подумать. Надо подумать. Мне нужно что-то, чтобы наблюдать. Продать эти грузовики не хочу. Они мне будут нужны, чтобы возить. Сколько у меня исок есть? 568. Мало. Мало. О. Я не в жите? Не, я не в жите. Так, ладно. Давайте, в общем... Давайте, в общем, посмотрим. Так. Подключаюсь к серверу. 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 Вот спасибо CCP за корветы, конечно. Это прям респект. То, что они сделали, что корвет можно получить не обязательно на капсуле. Потому что раньше было, что у тебя корвет выдавали только если ты на капсуле докался. Или сейчас такое есть. Так, здесь есть. В Дантане нету, все выкопали, окей, докаемся. Разрешение на вход. Тут тоже ничего нету, мяхи. Тут тоже уже сюда копали. Так, Сеили есть. Джарзалат. О, Джарзалат тут мало копает. Можно лететь. Тут ретриверы какие-то. Так, здесь мало копает. Разрешение на вход в док. Здесь нет. Так, чекаем. В общем, у нас получается... Разрешение получено. Ой, давай быстрее. Значит, у нас система есть. На вход в док. Разрешение получено. Кохе. Сеил. Дарзалат. Мы смотрим, куда нам лететь нашим флотом. Ближе туда и летим. Все, этот отключается. Так, логинимся. Подключаюсь к серверу. Майнерами теперь. Подключаюсь к серверу. И смотрим, куда мы полетим копать. Подключаюсь к серверу. Это X-превью, да. Соло мандарин, привет. Ой, сало мандарин, извините. Так, смотрим. Даже Джарзалада. Тут сколько их копает. Полетели, глянем, что там вообще на этих. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Ну тут точно нет смысла лететь Кохе. Тут уже все, звездец. Разрешение получено. Тут 20 человек. Включаю варп-двигатель.
В Кохе надо суицидить лететь, а не копать. Подключаюсь к серверу. Так, смотрим. Халки. Тут что у нас? Ретриверы. Тут халки, смотрите. Интересно, сколько же там? Сколько же там чат? Стрипова. Давайте всех залочим. Мы их типа сканируем. Мы их типа сканируем. Так. Пусть напрягаются. И чё, куда лететь? Сюда, сюда, сюда. Так. Тут уже все почти доели. Ну вот как будто бы две системы. Series Pro. Спасибо. Спасибо большое за рейдик. Всем привет, ребята. Спасибо, Series Pro, за рейдик. В общем, а мы тут это самое. Плазма Джуст, привет. А мы тут вот смотрим, где лед копать. Завел систему себе. Спасибо большое, Series Pro. Привет. Завел себе копалочки, так сказать, строятся копалочки. А оно покажет вам? Или нет? Вот, копалочки завез себе в систему. Видите, вот это копалочки. Вот. А вот это системы, где мы будем копать. Вот, сейчас строятся копалочки, завтра будем копать. Приглашаю всех на копку. Вот. А сейчас пока смотрим, так сказать, примеряемся к болтам, как тут у ребят дела. Вот, пытаемся познакомиться. Вот это все как надо, в общем. Вот. Будем порядочными майнерами, так сказать. Так, ну, тут халки Макинавы, тут ретриверы. Ретриверы так-то копают хуже халков. Поэтому летим в Джарзалат. Сколько мне до Джарзалада лететь? Да, до него ближе всего. Вот это интересный движ, да, да. Вот, пока так. Включаю варп-двигатель. Посмотрим, что из этого получится. Не знаю пока. Варп-двигатель. В какой момент ты свернул с дороги ПВП? В смысле? В смысле? У меня дорога одна, полос много. Я перестраиваюсь. Дорога одна, а полос много. Могу... Сегодня я по левой полосе, быстро. Завтра по правой, не спеша. Вот. На заправочку заехал, хот-дог купил и дальше. Запрашиваю Вот поэтому это все. разрешение получено. Разрешение получено. Разрешение получено. Посмотрим, посмотрим. Надо какое-то, так сказать, разнообразие. Ну, я понял, что ты кайфуешь. Подключаюсь к серверу. Подключаюсь к серверу. Не, ну так-то еще пару месяцев назад мы планетарку стримили, чат. Так что да. Так, мне надо теперь кинуть 7 дест, чтобы я не запутался. И надо спешить в Джарзалат, пока там все не выкопали. Или у меня уже тут стоит, тут стоит.
Все, везде есть. Полетели. Так, стоп. Охрана отмена. Запрашиваю разрешение на вход в док. Там ниже 0,5 ничего не было. В смысле ниже 0,5? Запрашиваю разрешение. Ну, правильно. А зачем нам... Кто в здравом уме будет ниже 0,5 копать на этих... На баржах? Так, ничего не оставляем. Все. Фит одели. И полетели. О, это орка, мечта всех копателей. Ну, на самом деле нет, просто не могу ничего другого использовать, потому что для льда нужна орка. Я бы ее никогда в жизни сам не покупал бы и не использовал. Это просто из-за того, что она нужна для льда. Если бы она не нужна была, я бы ее не покупал. К сожалению или к счастью. Да давай уже, стартуем. Пока долетим уже и все. Да на самом деле, ну... Типа, не знаю, корабль как корабль. Просто здоровая махина. Визуально. Стоит кучу денег, супер неповоротливая и легко убивается. В чем ее кайф, не знаю. Так, ты провалилась? Проваливайся. Сейчас поактивнее полетим, просто из-за орки. Мне вчера, слышь, письмо прислали. Ой, не вчера. Когда? Одену. Куда мне прислали письмо? Или я его удалил? А, во! Письмо прислали. Я, короче, копал лед. Мне прислали письмо на персонажей. Привет! Я вижу, ты используешь Ice Harvester 2. Ты знаешь что-нибудь по поводу отходов? Отходы были введены в патче туда-сюда. Поэтому не нужно использовать оборудование, которое дает отходы. Потому что на каждом цикле ты можешь потерять 1200 кусочков. Поэтому что? Правильно, юзай Т1, Т1 или Оре. Слышишь? Т1 или Оре юзай. Но не майнинг лазер Т2. Вот это я поржал, конечно. Просто хотел, чтобы ты знал. Не души их. Не, ну понятно, понятно, понятно. Они смотрят на флот из 9 копалок, одинаково названных, персонажи в одной корпорации, без скиллов, без ничего, скорее всего мультибоксер, и присылают такое письмо, ну... Ладно, ладно, не молчу.
Блин, 150 АЕ, чат, жесть. О, у меня везде капа закончилась. Ну, надеюсь, что долечу. Мне так за мобильный трактор присылали, когда я его забыл. Стоил 10 лямов, что мы за тобой уберем? Или они с тебя требовали 10 лямов за то, что уберут? Требовали 10 лямов, чтобы убрать трактор? Надо купить скинчики себе. У меня не на всех персонажах скинчики есть. Да, надо будет закупиться в жите. А то что у меня пол так, пол так. Скажут, какой-то нищий мультибоксер не может себе красивых скинов купить. Так вот, да, копаю. Копаю скины. На скины копаю, чат. Так. И чё, все долетели? Этому не хватило 13 АЕ. Давай, тащись, бегом. И этому не хватило. Надо будет капу им подкачать немного. Должны вот это вас ждать. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель.
Так, надо забукать себе место. Включаю варп-двигатель. Надо хоть 5 минут покопать. Че, я только долетел. Уже говорят, стрим вырубай. Вот так всегда. Я правильно понял, что ты собрался и этой бандой летишь копать лед? Да. Для чего тебе этот лед? Так, как тут у него не стоят? А где они? Включаю Коктейли. Кошачья лапка, привет. Да, все верно. Будем делать коктейли завтра. Просто добыча ресурсов. Без цели. Заработок. Исок. Добываешь лед, привозишь, перерабатываешь, продаешь. Получаешь иски. Тратишь иски на корабли и снова копаешь лед. И снова тратишь. И так по кругу. Контент на стриме. Люди, которым интересна добыча, могут зайти посмотреть. А, стоп. Орка с вами попозже чуть подъедет, я забыл. Активировать. Я знаю только, что из него топливо. Да, из него топливо. Потом вот эта штука для... Не понял. Ой, ладно, пофиг. Включаю варп-двигатель. 22, 24, отлично. Найс, приземлились. Как раз будем все доставать. Блин, надо депошку. Забыл опять купить, чтобы перефичиваться на ходу. Не-не, станка это чужая станция. Это кто-то установил. Просто она общедоступная. Может любой пилот, который летает, залететь. И у него не должен быть обязательно положительный стендинг. Просто есть специальный модуль, который позволяет тебе менять щиты и вот это вот все, не улетая. Точнее, не докаясь. Насколько по времени? Я думаю, что тут у меня есть помощник. Поэтому может быть где-то час. Но я столько не буду копать.
Я столько же не буду копать, конечно же. Я уже чуть-чуть и отдыхать пойду. Так, а у меня сколько там они достают? 28. Так, и уже мы начинаем копать. А где орки? Сейчас тут чуть-чуть поднастроиться, пока настраиваюсь. Чатик не читаю, потому что надо открыть ангар, чтобы сжимать и перекладывать лед в общий ангар. Блин, а я из орки не выложил, да? Я оставил. Ну да, я оставил, балбес. Ну ладно. Чуть-чуть покопаем и в баиньки пойдем. Так сказать, просто для галочки, потом кто в повторе стрим будет пересматривать, чтобы не говорили, что я обманул. В названии стрима написано «Копка льда». Копка льда происходит. Ничего не знаю, чат. Ничего не знаю. У меня все. Да-да, депо, все правильно. Ну, вот я забываю ее. Ну, я уже просто... Мне надо скоро выключать. Я так вот, просто для галочки, я же говорю. Чтобы вам показать, кто не видел. А кто видел, чтобы не говорили, что я на стриме написал копка, а копки не было. Вот так все. Я посчитал, у меня получается 8 барж, а цикл 34 секунды. Это получается 4 секунды есть на переключение, чтобы сжать руду, ну, лед, и положить его, переложить в карго рорки. Вот мы уже накопали 20 миллионов. Не знаю, сколько времени прошло. Но проблем вот с льдом нет. То есть, пожалуйста, даже на стриме можно прилететь и копать лед. То есть достаточно его много в Империи. Это при том, что я копаю в Амаре. Я занял только 8 систем, где я мониторю. Можно больше было, но у меня просто нет столько окон. Вот. Не, ну в принципе есть. Так-то я могу... У меня 9 окон сейчас активных. Я могу 18 систем занять. Но это будет уже прям совсем. Мне же еще нужен суицид сквад, чтобы у меня был.
То есть, видите, тут он даже дронов использует для добычи. Я дронов не использую. Просто копаем камни. Кстати, висит каменюка некопанная. А как часто баржи надо переварпывать тебе? Куда переварпывать? Ну вот, как пояс кончится, нужно лететь в другое место. Или ждать, пока тут заспавнится новый пояс. Все зависит от твоего, так сказать, желания. Я, допустим, переварпываю. Если есть доступный пояс. Потому что, видишь, вот я сейчас залогинился в 8 системах. Из 8 систем лед был доступен только в 4, по-моему. Да, в 4 я писал, да, все? Да, вот 4 системы было. Из них во всех 4 идет активная копка. В одной прям супер активная, там сейчас быстро его выкопает. Он исчезнет. То есть получается, не получится такого, что ты в одной системе покопал, потом летишь в другую. Ну, может, конечно, получиться, но не всегда. Это надо, чтобы прям много совпало, так сказать, совпадений. Вот так у меня получается сейчас есть 40 тысяч метров. Лед сжимается в 100 раз. Ой, в 10. То есть 40 тысяч разделить на 100. Один кусочек весит. Это 400 кусочков. 400 кусочков разделить на 2. Потому что у меня 2 кусочка добывается. И разделить на 8 копалок. Это 25 циклов. 25 циклов на 34 секунды. Это 850 разделить на 60. 14 минут. 14 минут у меня вот ангар накапывается. А чего не минералы? Ну, я копал минералы. Я до этого копал минералы. К сожалению, в хайсеке минералы стоят очень дешево. Если на лед есть спрос хороший, потому что он используется для топлива и всего вот этого вот, ну и особенности его добычи, он, получается, дороже намного стоит. А минералы, они стоят очень копейки. Поэтому... Планирую, если все будет нормально, то делать стримы и по копке льда, и по копке минералов. Хочу еще копку мунматов организовать. Это лунная руда, но для нее нужно будет чуть-чуть подкачаться. Вот, и еще газ. То есть добывать, сделать, чтобы у меня сегодня один ресурс, завтра другой, послезавтра третий. Условно говоря, вот такой контент, чтобы люди, которые, допустим, интересуются какой-то областью добычи, они видели, что я добываю это, скажем так, разбираюсь в этом, и могли зайти на стрим, спросить, поинтересоваться. Чтобы не было такого, что они заходят, ага, он копает в хайсеке там руду, значит он в другом не разбирается, условно говоря. Чтобы было интересно. Как в ПВП, да, разнообразие. Или там в ПВЕ. Корпорацию пока не буду никакую организовывать. Корпорации пока не хочу. Вот все, карго набил. Сейчас еще тут накопаем и можно выключаться. Просто уже отдыхать нужно идти уже 40 минут. Ты же ВХ копал раньше, почему забросил? Виталька, привет. Я не забросил, я уехал. Я уехал из C1, потому что я перестал играть 2 месяца, а в ВХ нельзя бросать имущество, потому что станцию могут уничтожить. Поэтому я вывез все свое добро, а потом, когда вернулся, я понял, что ВХ уже
пройденный этап. Я там жил 2 года, мне это надоело. С точки зрения контент-креатора это тупиковая система, потому что там C1. Контент очень сложно там найти. Ну, то есть, условно говоря, смотри, я хочу постримить. Я запускаю стрим. Копать я там не могу в своей ВХ, потому что аномальки там спавнятся редко. Ролить ее, чтобы искать новые аномальки в других системах, я не могу, потому что у меня нет коннектов. У меня нет статика. Получается, я заложник ситуации. Поэтому я принял решение, что с точки зрения развития канала, контента, нужно двигаться дальше. Вот следующий этап сейчас, в данный момент, это хайсек. С хайсеком чуть-чуть подразберемся, посмотрим. Все тут изучу. Пойдем дальше. Может быть в лоу, может быть в нули. То есть где путешествовать, чем заниматься. Ева очень, слава богу, большая комплексная игра, можно. Но это не значит, что у меня как бы опыт мой ВХшный куда-то пропал, и я забыл резко, как там жить, что там делать. Я в лаусеке, когда никого нет. Скукота. Сажусь на вентуру и покапываю лайм мекасерацин. Но газ возить то такое, утомительно. Ну да. А почему не сжимаешь? Или ты уже сжатый имеешь в виду утомительно возить? Или он не сжимается, этот газ? Я просто не шарю. Я никогда, честно вам скажу, не копал вот эти лоусечные газы. Я не знаю, можно их сжимать, нельзя. Я не знаю, я его так ты можешь добыть, а потом на комплексе переработать. Если у тебя в системе или где-то поблизости есть Татара или Атонор, ты там можешь сжать его. Или даже, по-моему... Сейчас, смотри, заходишь в настройки, здесь есть приложение. Заходишь в просмотр сооружений, и здесь есть фильтр. И выбираешь, по-моему, цех переработки сырья называется, да. И ищешь. И вот в этом цеху можно сжать руду. Ну, за деньги, по-моему, или бесплатно, не знаю. А по поводу, как ты написал, лайм. Да, вот, смотри, он сжимается. Видишь, есть compressed версия. То есть ты его можешь сжать где-то на станции, где есть цех переработки. Может быть, даже на NPC станции. Если там есть цех переработки. Просто попробуй, возьми один, там, сколько, 100 кусочков, по-моему, нужно их. И попробуй сжать. Ну, должно быть, если в базе игры есть такое, то значит он сжимается. И тебе будет намного проще его потом вывести куда-то, куда захочешь. Ну, короче, странно. Странно. Максимально эти омары странные. Слишком тихо, подозрительно слишком тихо здесь. Я не знаю. А, это. Я уже по второму кругу читать пошел. Газ там, по-моему, тоже в 100 раз, по-моему, он сжимается. Так что
Я думаю, если ты его сожмешь, потом на Т1 копалке очень легко его будет вывести тебе. Главное, найди станцию, где сжимается, и все. И аккуратно туда все отвези, сожми и вывези. Может, даже курьерку можно оформить. Он не станет дешевле. А ты можешь посмотреть. Мы сейчас посмотрим с тобой. Есть специальный сайт для торговли. Там можно любой предмет посмотреть, сколько он стоит в торговом хабе, специальном центре. В Жите, я думаю, ты знаешь, кто такая Жита. Вот, как ты там говорил? Лайм. Вот сейчас мы посмотрим. Берем твой лайм. Открываем браузер. И берем 100 такого и 100 такого. И смотрим. Ну, как видишь, разница не очень большая. Давай возьмем на 10 тысячах. Ну, на миллиарде ты теряешь 100 миллионов. Но зато объем, как видишь, в 10 раз меньше. Если тебе не на чем вывозить такой объем, то я думаю, можно пожертвовать немножечко исочек. Но если для тебя не проблема, то можешь не сжимать. Просто сжатые обычно и покупают охотнее производственники. То есть им сжатый нравится. Он заходит на рынок и сразу выбирает купить пожатый газ. Понимаешь, в чем дело? Но я его накопал 4600 единиц. Ну вот представь. Давай возьмем. Смотри, 4600 здесь и 4600 здесь. Сколько у Вентуры карго? 19, там 15 тысяч. То есть 15 тысяч тебе нужно будет 3 ходки сделать, условно говоря. А сжатый можно за одну ходку отвезти. А разница всего 50 миллионов. 5000. Ну, 5000 давай возьмем. Смотри, разница 50 тысяч или 5000. Видишь, разница всего 50 миллионов. Я считаю, это не очень, как бы. За 50 миллионов ты лучше то время, которое ты потратишь на вывоз, потратишь на копку. И накопаешь еще больше. Ну, у тебя 5000 штук, правильно? Мы правильно тебя поняли. А вот курьерка, там объем большой. Как посчитать, сколько там цену поставить? Ну, чтобы... У тебя газ находится в лоу-секе или в хай-секе? Скажи мне, пожалуйста. Твой газ сейчас находится в лоу-секе или в хай-секе? В Амаре. А зачем тебе его вывозить? Продай его в Амаре. Просто сожми. Сжатый газ купят быстрее твой. А зачем тебе в Жито? Почему ты не можешь в Амаре купить? Давай посмотрим, смотри. Ну, тут разница, конечно, есть. Но даже ты ж довести нужно.
То есть ты-то все равно деньги потратишь. Там 40 прыжков или сколько. Тебе в любом случае придется заплатить, либо самому его тащить. Опять же, это время ты бы мог потратить. Ну, слушай, чтобы тебя не обманывать, я скажу как я. Я ставлю 2 миллиона за прыжок. 2 миллиона курьерку. Может быть, за 1,5 кто-то повезет, я не знаю. Попробуй. Так, а у меня кончился каменюка. Давай этот копать. В Амаре дешевле. Ну, да, как бы... Ты же понимаешь, 45 прыжков это ты поставишь, если по миллиону, это уже 45 миллионов нужно отдать за перевозку. Ты можешь и сам его отвезти на Вентуре. Тут как бы такое. То есть ты можешь его сжать и отвезти на Вентуре за одну ходку. 5000 эти. Но будь осторожен. Тебя могут суициднуть. Понимаешь, в чем дело? То есть курьерка это безопасно. Знаешь, что такое суицид? Нет, сжать это бесплатно. Никакие навыки не нужны. Ну, я не знаю насчет бесплатно. По-моему, бесплатно. По-моему, бесплатно. Ты можешь попробовать. Я не знаю, в Амаре есть производство или переработка? А ну, давай глянем. У меня есть станция. Службы. Цех переработки. Ты прямо сейчас можешь на него нажать. На свой газ. И тут должна появиться кнопка «Сжать». Ты можешь взять Shift зажать. Перетащить себе 100 единиц условного газа. И отдельно попробовать сжать его. И посмотришь. Исчерпаны. То есть не обязательно его весь сжимать, если ты боишься. Можешь перетащить через Shift себе там 10 единиц или сколько, 100 и сжать. Попробовать. И увидишь разницу. И сколько это будет стоить денег, заодно посмотришь для себя. Да, давай. Я почитал, что газ не выживает при суициде. Ну, насчет этого я не знаю. Но могут убить, потому что просто на Вентуре вести миллиард. Ну, это типа ты зажрался, парень, как говорится. Поэтому могут убить просто для развлечения. Так, ну все, мы накопались. Стоим сидж. Все, уже не влазит. Объелась. Объелась моя рорка, в нее уже не влазит. Копаем, пока кончится сидж минуту и летим на базу. Все уже, я уже... Ух, ща лопну, знаете, как вот в меме. Ща лопну! Вот я уже лопнул.
На переработка не сжимает что-то. Тогда не знаю. Тогда сорян. Так, ну все мы. Да, все, докаемся. Надо почитать. Возможно, я что-то неправильно понял или запомнил. Ну, я на этом самом точно сжимал. На парпойсе через сжималку. Может быть, тебе нужен перерабатывающий комплекс, а не станция. Возможно. Там Райтару или Атонор. Я не знаю, честно тебе скажу. Да, да, почитай. Но то, что газ 100% сжимается, ты видел. Разрешение получено. Разрешение получено. Разрешение получено. Разрешение Тут как бы уже... Разрешение получено. Разрешение получено. Разрешение получено. Так, ну все. Надо мне еще скильчики прокачать. Можно будет его прям там перерабатывать на месте. Итого у нас 680 миллионов газа. Ой, льда, извините. Так, давай зафитимся сразу на перелет. Бонусов подкинем. И МВД поставим. Мало ли что. Придется лететь, так придется. Вот что классно в льде, так это то, что не нужно. Не нужно этот самый. Скажите, я скажу. Менять кристаллы, вот. Скорее всего, на газ надо парпойс, орка или рорквал. Почти уверен, что это можно делать с помощью модуля сжатия на корабле, который дает бонусы флоту. Ага. Значит, тебе нужен, да, нужен корабль. Сорян тогда за дизинфу. Сорян. Тебе нужно вступить во флот к какому-нибудь кораблю, который умеет сжимать. Или самому его себе купить, прокачать и сжимать. Так, ну все, чат. Все, я пошел отдыхать. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся. Завтра у нас копка намечается. Приходите. Надеюсь, все будет хорошо, и мы сможем покопать. Вот, так что пока-пока. Ну, а кто не успел... Ну или грузовичок. Ну грузовичок аккуратней. Аккуратней. Чтобы, да, не суициднули. Надо Т2. Или Клока МВД, если Омега есть. Все, пока-пока.